как, первый ряд, работаем как всегда? А? Молодой человек, вы первый раз что сели? Ну давайте выходите, 20 отжимаем. Да, очень осознанно и то, ну, только штаны надо. Вот. Ну, с вас как начнешь, то с вами и закончишь, Наташа. Поэтому кто, как бы, вас тоже лучше не трогать. Виолетта, иди сюда, вставайте. Выдайте микрофон, пожалуйста. Итак, что для вас время? И почему вам этот семинар важен сегодня? Время — это представитель Бога, сам Бог. А все Бог. Все Бог, да. И вы Бог, и вот этот стул Бог. Покажите здесь не Бога. Только не на меня так, не надо. Вот кто здесь, что не Бог? Что, все Бог? Но в принципе вы правильно попали, и я думаю завтра или скорее послезавтра мы будем разбирать этот момент времени. Есть несколько аспектов: время, пространство, материя, энергия, которые на психическом уровне трансформируются в определенные психотипы. Мы это будем, скорее всего, в воскресенье разбирать. Вот. Но сегодня мы разберем одну из важнейших тем, в том числе для психологии, восточной психологии, настоящей психологии, это время. И в принципе время — это энергия, и одна из важнейших энергий Бога. Я думаю, так можно сказать, да? Потому что это Бог, ну, вы можете не ошибиться сказать про все Бог. Вот вы идете по улице, и там куча, ну как сказать так, навоза, да, от местных мигрантов. Вот. И или от кого-то там, я не знаю, хороший человек, неважно. То есть это Бог? Это Бог сходил? А? Нет, вы не бежите, не заставлю вас пробовать нюхать, это не в этом дело. Божественное — это все, не только хорошее. И вот это очень важный момент, потому что практически у всех людей, которые начинают увлекаться духовной жизнью, для них хорошее — это Бог, а плохое — это сатана. Я где-то прочитал интервью, там спрашивают православного священника. Он говорит, там вот какие-то убийства, сейчас происходит там воровство, что-то плохое, там какое-то убийство, это от Бога. Он говорит, нет, как это может быть от Бога, это от сатаны. И на мой взгляд, и в принципе там автор, который это разбирает, он тоже, не помню фамилию, но идея очень правильная, что как только появляется в этом мире утверждение, что есть кто-то мощнее, кроме Бога, или который может как-то победить, сразу появляются сатанистические секты и так далее. Потому что люди, у которых раджас и тамас, они поклоняются силе. Что это Бог, значит, такой, непонятно куда, он в туалет пошел, что такое творится. Все божественно. И в том числе время — это тоже энергия Бога. И так устроено в этом мире, что иногда рождаются души более низкого уровня, более тяжелые уроки, иногда более высокие уроки. Была когда-то Сати-юга, Золотой век, там астрология вообще тогда не пользовались, ее знали намного лучше, все в уме держали, но астрологией никто не пользовался. Просто приходили к мудрецу, он на вас смотрел, говорит, так, ты на маму в 3 года обиделся. Он говорит, да, все, идите, не надо там звезды никакие смотреть. Астрологию использовали только для того, ведическую астрологию, чтобы правильно делать яги, жертвоприношения, и ритмы природы знать. Про это мы тоже, я надеюсь, сегодня поговорим. Но не пользовались таком, как сейчас, там, гороскопы, знаете, вот это все вот так интересно. Вот. Но с абсолютной точки зрения все божественно. И в этом, в этой лилии, в этой игре материального мира время иногда проявляет какие-то более низшие вибрации, когда-то более высокие. В этом мире есть вибрации очень низкого порядка, когда человек хочет жить только для себя, он ради этого готов убивать, ругаться, драться и так далее. Вот. Или он без этого даже жить не может, ему кажется только так и жить. Есть другие вибрации. Но так или иначе, время оно проявляет все. И, например, вы могли быть, или мы почти, я думаю, уверенно, каждый из нас может сказать, что 10 лет назад мы были совершенно другими людьми. Да? Если бы сейчас здесь оказались, то кто-то, может быть, пальцем, да, у виска покрутил бы. Нет? Может быть такое? Да.
Представляете, как вы были примитивны. Ну, это шутка. Каркадай Муркуду, не переживайте. Вот. То есть время проявляет нас, и мы иногда смотрим, это плохой человек. Какой-то он проявляет. Но я видел людей, я читал семинары в тюрьмах там, для особо опасных преступников. Там сидят люди от 15 лет, и как и повезет, знаете, там. Вот. Но я видел, как люди реально трансформировались, менялись. И они благодаря тому, что попали в тюрьму, они совершенно менялись. Они выходили там кто-то, потом меня там искали, еще что-то писали. Сейчас мы, ну, с благодарностью до сегодняшнего дня, я извиняюсь. Одно время я уже рассказывал, как-то они так искренне сказали, вы знаете, нам так вас не хватает, и мы хотим мантры почитать, чтобы вы с нами были чаще. А я говорю, нет, ребят. Я им книг надарил там, все, говорю, хватит, не надо. И, но так или иначе, есть самые, скажем так, греховные души, которые благодаря времени они трансформируются. Поэтому нам очень важно научиться смотреть на каждого человека, на ситуации с позиции времени. Самый простой пример мы уже много раз приводили. Это один из простейших таких уловок ума. Вы стоите в метро, где-то ругаетесь, кричите, а вы со стороны посмотрите, а мне это через 10 лет важно будет. Нет? А что кричать вообще? Это вообще кому-то надо? Вот. И время проявляется совершенно в разных ипостасях. И временные вот эти понимания, они достаточно важны. Также, ну, про ритм хорошо, вы чуть позже скажете. Ну, еще что про время. Ну, скажите что-нибудь умное. У вас лицо просто умное. Такое красивое, еще и умное. Помогите мне поумничать на тему времени. Все очень важно делать вовремя. Вот, в частности, в моей жизни я в своем опыте сделала очень много несвоевременных вещей, не вовремя. И вот на своей шкуре испытала, что вот время это очень важно. Правильно. Ну, можно я разовью вашу тему, а то вы так как-то, у вас чувствуете каждое слово на вес золота. Если хотите, можете сесть. А то я иногда вспоминаю, что я джентльмен, и вы стоите, я сижу. Вставать не хочешь. Тут Виолетточка, она очень хорошо попала, что все очень важно делать вовремя. Восточная психология, она начинает вообще по-другому подходить ко времени. Сегодня мы посмотрим, как западная психология, тайм-менеджмент, вот это, ну, коротко мы разберем, просто чтобы вы знали. Потому что все эти школы, они, ну, так, как они работают, и в принципе, если вы используете вот этот раджасичный метод подхода ко времени, это вас резко возвышает. Практически все люди, которые используют вот этот, ну, тайм-менеджмент, у них записные книжки, это в принципе бизнесмены высокого уровня и успешные люди. Вот. Но к этому мы чуть позже вернемся. Виолетточка завернула немножко с другой стороны, и довольно правильно, это я планирую чуть позже сказать. Дело в том, что восточная психология, она говорит, что очень важно жить в соответствии с ритмами. У нас постоянно есть ритмы какие-то. И все делать вовремя. На самом деле ритм – это санскритское слово. Я слышал одного санскритолога, Махараджа, он говорил, что это, ну, переводится как гармония. Это один из переводов слова гармония, жить в ритме. И вот эти славянские слова ритуал, ритм, это как раз таки все делать вовремя. У нас сейчас понимание ритуала – это прийти, ну, в какой-то ритуал совершить, как правило, религиозного обряда. Да? Но раньше, когда была ведическая цивилизация, более продвинутая, они делали все, то есть даже в храм они приходили, вот там луна вот так встала, эта звезда, все, они вот идут, ну, жертвоприношения делают. Потому что они знают, ты вот в это время пойди молиться, у тебя будет совершенно другое сознание, ум будет отвлечен, ты не сможешь так, ну, общаться с Богом. Там даже такие вещи были. Ну, естественно, если у вас порыв души, вы поели хорошо, хочется Богу спасибо сказать, говорите, никто, ну, помолитесь что-то, это пожалуйста. Вот. Но в остальном было очень ритмичное понимание. И ритм это ритм, в первую очередь, это вселенские ритмы. Также у каждого из нас есть ритмы. Вот многие говорят, я сова, сплю там до 3, то есть дня, да. Вот. Но это не ритм, потому что вы можете посмотреть шведский, ну, у меня есть целая лекция, мы очень подробно это разбираем. Если я не ошибаюсь, у меня на сайте есть эта лекция, я просто не хочу ее повторять, чтобы мы не тратили время сегодня. Очень подробно мы разбирали все ритмы, которые даются в ведах, суточный ритм, лунный ритм и так далее. Вот. И
у нас у каждого тела есть ритм. Например, наша печень очищается во сколько там? В 4 утра, да? 4, 15, ну неважно там, это уже 15. Около примерно в 4 утра у нас печень совершает определенные очистительные процедуры, скажем так. И если у вас там печень загрязнена, вы можете в 3-4 утра вставать, или у вас паразит там, и вам не спит, что-то это, хотя спать вроде хочется там. Но так или иначе, если мы не спим ночью, в аюрведе и восточной медицине это, говорится, одна из главных причин для заболеваний. Посмотрите на людей, которые не спят ночью, сколько они работают. Я уже, и мне пересылали эти исследования, я знаю, что на заводе даже знают, вот когда кто в ночные смены работает, знают 2, максимум 3 года они выдерживают. Потому что больше почему-то уже заметили, у них распадается, они болеть начинают, уходить, у них психика рушится и так далее. Потому что ночью важно спать. Наша нервная система отдыхает примерно там с 10 до часу ночи. В остальное время может спать с часу дня там, до 5 вечера, и нет, наша нервная система не отдохнет. Также наше тело не очистится постепенно, потому что там каждый час идет какой-то орган, очищается, вырабатывается. Я это разбирал, я не хочу сейчас это просто разбирать, это не в этом смысл сейчас. То есть у нас у всех есть суточный ритм. И восточная психология, она использует еще астрологические ритмы. Потому что есть день астрологический, вы посадите зерно, у вас 3 раза больше там вырастет. Есть дни, которые даже, так посадите, хоть поливайте дожди, хорошо будут идти, вырастет намного хуже, понимаете. Есть дни, когда операцию вы делаете, у вас, я приводил пример, я забыл, это украинские академики, была книжка, я читал, они прям монографию делали. В первую очередь они делали на американских там, больницах, потому что в Америке все очень четко регистрируется, все. И они смотрели на западную, вместе там, кстати, с американцами, что вот есть дни, когда вы делаете операцию в какой-то лунный день, там приводятся примеры, в 90 там, раз вырастает опасность тяжелых последствий. В эти дни почти все хорошо и так далее. И я уже рассказывал вам, как RTVI есть такой, да, канал российский, RTVI, там, он по загранице как бы. В России это НТВ, если я не ошибаюсь, там RTVI, для русских иммигрантов. И у меня брали интервью там как-то и говорят, вот, вы знаете, сейчас какой-то ученый, там его имя, он доказал, что вот в такой солнечный год, такой солнечный день люди рождаются с эпилепсией. У них там, я говорю, причем здесь ученые, я говорю, вот 5000 лет назад все это было сказано. То есть если рождать. Поэтому у нас есть ритмы определенные. И это не просто так. Многие говорят, да ваша восточная психология, когда я начал увлекаться, мне родственники говорят, да у тебя ты так в еде, там, подумаешь, нажал в час ночи и все, что там такого, покушал там, так сказать. Какая там разница, что ты поел, как-то, нет, это все влияет на нашу психику, понимаете? Есть дни, когда у вас может быть идеальный партнер, это ваша родственная душа, вы выходите там замуж, вы, там, девушки, женитесь, например. Но если это неблагоприятный лунный день, вы разведетесь. Иногда, например, вы с кем-то вступаете, например, в бизнес-отношения, а вам нужно, вы знаете, это человек, вы не хотите с ним дружить, не пойдете, просто вам надо, вот вы пересеклись на полгода с ним, какой-то бизнес, видите? Вы можете подписать контракт в такой день, что вы 10 лет от его, как сказать это помягче, будете с ним бизнес иметь, скажем так. И причем не совсем удачно, это совсем не обещает это, понимаете? Поэтому есть специальные лунные дни, когда вы начинаете, на Накшатру, у нас на сайте есть, там, на первой странице, да, если я не ошибаюсь, вы вбиваете дату, и вам говорят, что в эти дни лучше, хотя бы это используйте, вы увидите, как вам это будет помогать. Вот. У нас есть периоды, например, когда с нами что-то, случается, вырастает 10 раз там какое-то, вероятность, что что-то случится. И вот эти природные лунные ритмы восточная психология обязательно учитывала, потому что есть ритмы у женщин. Есть женщина, когда она более сучковата, чем обычно, да? Да, женщина, нет? Я ничего не путаю. Нет? Или всегда как-то нет? Тимур, как? Бывает же такое, нет? Я просто не помню, там, физиологические дни, когда там гормонально у женщин что-то влияет, понимаете? Полнолуние, да. То есть бывает дни, что делать? И в эти дни вырастает агрессия во много раз, просто гормональная, знаете. Или вот, например, голодный мужчина пришел с работы, не надо ему, почему ты мне подарки не даришь или чего там. Да? Как на Востоке знали, вначале накормите, потому что человек до обеда один, после хорошего обеда другой. Особенно если это мужчина, так? Нет?
Потому что люди меняются, поэтому потерпите. Иногда надо 30 минут вот так зажать и улыбаться и кормить вкусы. А иногда хочется правду матку намного раньше сказать. А потом уже 10 лет получать результат за это. А всего полчаса надо было подождать иногда. Поэтому вот это правило, у нас сейчас марафон идет. Присоединяйтесь, я хочу, чтобы это у нас по жизни было. Хотя бы 5 секунд подумайте перед тем, как вы сказать. 10 это не для Кали-юги, я уже понял. 10 секунд человек может улететь вообще куда-нибудь, там, потом возвращать еще придется. Но хотя бы 5 секунд, до 5 досчитайте. Вот вы хотите что сказать? Ом-1, Ом-2, Ом-3, Ом-4, Ом-5. И вы увидите, 90% случаев, а часто 100, вы скажете либо по-другому, либо вообще не скажете. Замечали это? А? Вы попробуйте, я чувствую, многие на меня смотрите, вам в голову не приходило, не тоже до 5, там, до 2 читать. Попробуйте, возьмите на неделю практику, вы увидите, совсем другая жизнь будет, понимаете? И вот эти все нюансы со временем, их очень важно знать. И время, согласно восточной психологии и медицине, оно не течет линейно. То есть вот одинаково отсюда начинает, заканчивается. Во-первых, оно есть только в материальном мире, в духовном вообще нет этой категории времени, там вчера, завтра. Там все сейчас и здесь. Вот сели за обед и всегда здесь. И время это категория материального мира, которая идет нелинейно. В каком смысле? Например, вы где-то лежите на море, вам хорошо, вы кушаете бананы, на вас еще там ананасы падают, море хорошее, там песенка о любви духовной, вечной поется. Время идет по одному, если бы вы оказались на операционном столе без наркоза. Согласны с этим? Как вон, пальчик прищемили, вы сразу здесь и сейчас, и, да, и все 10 секунд уже вечностью. Поэтому время, оно несколько по-другому течет. Более того, если мы в потоке, мы можем менять время. Мы сегодня тоже разберем, как сделать, чтобы получить благословение времени. Потому что это очень важный аспект, как получить благословение времени. Но к этому мы вернемся. Молодой человек, Лешенька, давайте. Вы общались уже как? Проснулись хоть? Я на 4-й ступени, то есть уже 4-й раз приезжаю сюда к вам. Откуда вы приезжаете? Я из Рязани, мы вот с девушкой своей приехали, Елена. Рязанские девчины, говорят, очень хорошие. Да. Это не вы мне это говорили? Нет, не я. Ну, моя точно хорошая, про других не знаю. Ну, вы тогда одно подняли девушку настроение. Видите, время уже 5 секунд назад одна была, а сейчас уже повеселее сидит, да, дорогая? Видите, как время действует. Это классический пример. Итак, Лешенька, да здравствует Рязань, дальше. Я здесь, чтобы повысить свой духовный уровень, чтобы приблизиться к той цели, к которой мы все идем, которая, конечно же, недостижима, это всеобщая любовь, безусловная любовь. Почему недостижимая? Может, в Рязани недостижимо? Нет, она достижима, но для этого же нужен определенный уровень развития личности. Да, Лешенька, вы правильно все глаголите. Я, правда, не ожидал, что вы тут начнете философски. Откуда, зачем вы, и вообще почему, и кто вы. Ну, слишком биографии не надо, я хотел о времени спросить. Но так как вы уж коснулись этой темы, запомните, это иллюзия, что надо, чтобы испытать божественную любовь, это тяжело, недостижимо. Каждый из нас может его испытать здесь и сейчас. Время – это иллюзия, ее нет. Поэтому, когда вы попадаете в какую-то религиозную организацию, они говорят, духовный путь, надо идти куда-то, да? Надо выполнять ритуалы, это. Вы можете, каждый из нас здесь и сейчас испытать эту любовь. Согласны с этим? Вот сидите и испытывайте. Дальше. Ну, в рамках повышения духовного уровня, естественно, очень важно. Что такое для вас духовный уровень? Ладно, вы уж так стали умничать. Ну, духовный уровень, это, во-первых, это один из уровней развития. Социальный, интеллектуальный, физический. Ну, один, в общем, из уровней. Вы решили один из уровней себе поднять духовный. Нет, естественно, все решил поднять, просто, скажем так, на ум первым пришло про духовность вспомнить, заговорить. Ну, какой духовный? Ну, хорошо, а что такое для вас время? Вот вы духовность, стремящийся к духовности, Алексей, вот, Рязань.
колыбель русской цивилизации. Ну, не колыбель. Ну, некоторые в Рязани считают, что колыбель. Для меня время много всего на самом деле, потому что все зависит от точки зрения. Нет, ты просто можешь говорить о том, что время... Алексей, ну как-то попроще со мной, я на такую, ну, как бы, философский диспут не готов как минимум морально. Ну давайте так скажем, что время это некое мерило. То, с помощью чего можно... Это уже более по-рязански, я уже более приземленный. Время это то, что большинству людей не хватает, ну или большинство людей думают, что им никогда не хватает. А вот вы как считаете, вам время хватает? Очень часто нет. Хотелось бы больше. Просто слишком много, скажем так, дел, обязанностей, целей, которые хочется выполнять, и очень часто они, лимит времени, он ограничен для этих всех целей, скажем так. А что вы хотите? Одна из агрессий ко времени, когда мы не получаем, мягко говоря, благословения времени, это обида, почему не хватает времени. Вот столько дел, надо успеть. Вот эта суета, это агрессия ко времени. Продолжайте. Ну, у меня лично это не совсем агрессия ко времени, потому что я прекрасно понимаю, что дело... Нет, ну вам-то до агрессии ко времени вы уж пережили, там, не так для народа это... И так как для большинства людей времени не хватает, и отсюда получается то, что время это очень большая ценность. Потому что самый большой, наверное, лимит, промежуток времени, который может быть у человека, это его жизнь. И жизнь одна и вечна. Жизнь одна и вечная, это если здесь вот 4 ступени сидеть, послушать вас, это можно так говорить. Нет, у нас просто в Рязани, я не знаю, как в других, у нас просто в Рязани жизнь. Видите, еще как важно не просто время, мы часто говорим као, дэша, патра, время, место, обстоятельства. Видите, у них в Рязани вообще мерило, урило, там вообще все по-другому. Итак, да, извините, Лешка, я все сбиваю. Время ценно, но для большинства людей. Давайте нет, для большинства людей, что-то не туда. Нет, время ценно для тех, кто временем, собственно, измеряет свою, скажем так, жизнь, свои дела, свои планы, расставляет по времени, расставляет своей жизнью. То есть, кто хочет чего-то достичь, как минимум, за эту жизнь. Вот. Вы правильно говорите, потому что все мудрецы восточные, просветленные мудрецы любой религии, они говорят, что время, даже одну секунду, которая ушла, ее нельзя купить ни за какие деньги, ни за миллиарды, ни за 2, ни за 3. Ну, отсюда, соответственно, я думаю, что можно сделать вывод о том, что нельзя в своей жизни давать место праздности, то есть праздности именно в значении лентяйства, бездействия или бестолкового времяпрепровождения, скажем так. Согласен. Ну, в общем, для меня это ново, век живи, век учись, разность. В общем, долой разность. Праздность. И прошу прощения, я думаю, разность. У меня вот эти русские богатыри там где-то под Рязанью, видать, когда они позировали сотни лет назад, они как-то меня на другую волну настраивают, извините, видите. Это, кстати, тоже очень важно, потому что восточная психология, она говорит, создавайте образ, например, вот у вас было что-то хорошее, да, вы можете умом туда вернуться, к примеру, там, вы с сыном гуляли где-то, и у вас вот был там рассвет, все, вы эту картину помещаете, туда входите, у вас настроение поднимается, вы можете в любое время входить, это более в раджасе такое поднятие настроения, в страсти, но это тоже работает. Продолжайте, Алексей. Долой праздность. А иногда праздность нужна, я не согласен с вами. Иногда нужно отдохнуть, потому что вот в западной культуре, мы берем Западную Европу, США, потому что в России здесь более так вот, как бы праздность, так она до какой-то степени в крови. Но если вы берете западную культуру, вот западных людей, действительно время, они все бегут куда-то, вот надо успеть. Но я вам скажу, этот ритм не всем подходит, потому что есть люди, например, более интуитивные. Они не могут, если их поставить, ну, опять же, это мы будем разбирать на ступенях подробно типологии,
людей. Но есть люди, которые не могут так жить. С 9 до 6 работают, туда прибежался, они изнашиваются. Есть люди, которые вот, особенно интуитивные типы, им нужно просто какое-то время отключиться от мира и побыть, полентяйничать. И в западных компаниях лет 20-30 назад они пришли к этому выводу, что да, они стали интересоваться, вот, знаете, там к ним приходит, например, менеджер, вы знаете, у меня вот такое в голову стукнул, бабам, они воплощают миллионы долларов прибыль сразу. Ну, какая-то ему идея пришла, и они стали спрашивать, психологи, а где вам стукнуло? В санузле, там, у рабочего места. И они вдруг обнаружили, что 99% людей сказали, когда они отдыхали где-то, были на природе, гуляли и так далее. Или они хорошо отдохнули, пришли на работу, и им в это время пришло. И они тогда стали вывозить компании, там, топ-менеджеров еще куда-то гулять, сдавать более отпуска, на природе и так далее, собираться. Уже они стали понимать, это бизнес уже. Человек, он очень часто, особенно экстравертный интуит, например, такой человек, он должен видеть проблему со стороны. Ему нельзя вот погружаться в эти ритмы. Ему как раз таки праздность иногда нужна. Но опять же, праздность бывает в нескольких гунах, в нескольких энергиях. Можно нажаться, извиняюсь, и потом еще напиться. Можно включить какой-то фильм, там, 800-ю серию, ну, разрушающий, который сознание, смотреть. Это раджас, там это любит этого, не любит это. Понимаете, там. Можно в сатве погулять на природе, просто побыть, отдохнуть, выспаться. Согласны с этим? И к вам это время приходит как раз таки тогда идеи, а не когда мы, не сказав никакой праздности, тяжело работаем. Понимаете к этому? Поэтому помните, если вы хотите быть, если мы хотим быть мастерами своей судьбы, то одно из правил этого мира – кала деша патра, время, место, обстоятельства. Любая идея, она в разных гунах, она касается конкретного человека, конкретной ситуации. Поэтому вы говорите, сегодня нет, а завтра вы можете, да, в той же ситуации, вы должны, если вы скажете нет, вы будете за это наказаны, а в этом, может быть, пойдете в высшие миры только за, это, ну, за этот день, скажем так. Поэтому восточная психология, особенно это техники в буддизме, говорится, и в суфизме, ну, ведантизм он пропитан, в принципе, там говорится, что жизнь это как река, поток, в него нельзя войти дважды. Сегодня совсем другой день. Даже если вы идете на ту же работу, в тот же день, так же идет дождь, совсем все по-другому. Если вы видите уроки, подсказки, другой человек встречается, никогда нет одинаковых дней, полностью никогда. Даже в тюрьме человек сидит, у него все, камера, ему ровно в 9 там дырку там открывается в двери маленькая дырка, похлебку дают, ровно в 9 закрывается, все, та же похлебка. Все равно будет у него какая-то разница, мысли другие, даже в такой ситуации. Понимаете? Согласны с этим? Поэтому восточная психология научит быть наблюдательными здесь и сейчас. И к каждому моменту подходить осознанно, потому что Вселенная это поле любви, оно каждую секунду с нами говорит. Опять же, не надо впадать в раджасе, что вот я так новый, а что ты скажешь. Вы знаете, если человек живет у вас преступник, он каждый вечер нападает с ножом, там, то может не надо слишком доверять, там просто обойти. Не надо... Но это уже определенная мудрость, которая, в принципе, необходима для гармоничного человека. Леша, когда я тебя возбил, извините, продолжайте. Ну, продолжение, опять же, ваших слов по поводу того, что продолжали мои мысли ваших слов. Жизнь, когда жизнь это поток, и торопясь, пытаясь успеть многое за одну человеческую жизнь, мы превращаем этот, ну, то есть поток жизни сам по себе становится более бурным для нас, причем мы ускоряем его сами. И да, это очень правильное ускорение. Очень часто в раджасе мы ускоряем, у нас духовная жадность. Я хочу быстрый духовный прогресс, я хочу это, я хочу это. Да ты можешь сейчас любить Бога, кто тебе мешает? О, не, надо какой-то путь, куда-то пойти, кому-то пожертвовать, что-то. На курс только надо сходить, вы уже знаете какой, да? И на тренинг, а все остальное не надо. Ну, я шучу, прошу прощения, в какой-то степени. То есть, опять же, это выражение, с одной стороны, правильно. Вы, когда становимся жадными, очень это успеть, это агрессия времени. Вы можете себе представить, что дуб стоит и возмущается, как я медленно расту, а? Я уже хочу больше быть, чтобы у меня там желуди были, чтобы это. Или утенок ходит такой по берегу, вообще, что за природа, Бог ты создал, времени нету, да, я хочу быть расом, еще что-то.
Так и мы, как дети, надо быстрее, все. И мы ускоряем время. Это агрессия ко времени. Времени начинает не хватать. Потому что время, и я вас учу, вот если пользуетесь, ну, есть у нас тренинги, как деньги привлечь в свою жизнь. Одно из главных правил – уважайте лакшми, энергию божественного процветания. И мы давали на тренингах, как там надо деньгам относиться. Вы можете увидеть, просто соблюдайте эти правила. Гарантирую, на 20 до 40% сразу у вас материальная жизнь улучшается. Вы просто следуете каким-то простым вещам. Это законы этого мира. Так же со временем. Время надо ценить. И Бог, Он нам дает каждому достаточно времени. Для этого мира, для того, чтобы мы выполнили свое предназначение и достигли всего. А божественная любовь, она трансцендентна. Она вне времени. Божественную любовь не надо никакой временной перерыв, что я буду в церковь ходить, в храм, там ом говорить, куда-то во Вриндаван съездить, еще что-то. Божественная любовь здесь и сейчас, каждую секунду. Состояние присутствия. Только на шум нас выкидывает из этого. И одно из этих, это то, что одно из таких инструментов, как он нас выкидывает, нам надо куда-то бежать, что-то делать. Но даже если вы отслеживаете, вы бежите, ну иногда бывает, вот в Москве, наверное, по-другому можно бежать. Ну или быстро идете, все. Ну вы отслеживаете, состояние здесь сейчас. Сразу есть претензии? Нет, благодарите за все. Всем божественную любить. Этот человек обидел, так, поклонились Боже. И в состоянии присутствия. Как только мы приходим в состояние присутствия, если у вас есть мантра или молитва, она сразу будет в уме, какие-то имена Бога появляются. Потому что имена Бога это духовная трансцендентная вибрация. Поэтому божественная любовь, она выше всей этой трансцендентности. Но пока мы живем в этом мире, нам нужно быть и успешны и в этом мире. Успешны состоятся как женщина, как мужчина. Сейчас еще в Кали-югу есть такой вид жизни, мутанты. Знаете, кто это? Одни из них это феминистки. Феминистки это мутанты Кали-юги. Как вам это утверждение? Оспорьте его, попробуйте. Мутантов нет здесь? Ну, надеюсь, за 2 дня вы станете более гармоничными. Вот, но так или иначе, по большому счету мы все в какой-то степени родились в Кали-югу. У нас какие-то мутантные есть изменения, знаете. Вот, какие-то отклонения, там, страсть, невежество. Но вот это состояние, что, чтобы нам быть успешным, нам нужно со временем аккуратно относиться. И Алексей, он правильно нас к этому подводит. И западная психология, ничего, стоять не тяжело. Стойте, пожалуйста. Если хотите добавить, скажите, хорошо, там, руку поднимите, будем вместе такой дуэт. В принципе, если вы посмотрите все западные вот тренинги, которые как ко времени учат обращаться нас, да, что надо иметь планы. Давно замечено, вот книгу 10 шагов, кто не читал? Несчастные, поднимите, пожалуйста, мою книгу 10 шагов. Ничего, еще, я думаю, у вас есть шанс, он там, рублей 200 стоит. И прочитайте, пожалуйста, я вам очень рекомендую, уверен, не пожалеете. Если пожалеете, можете книгу вернуть. Деньги у нас навряд ли. Вот. Ну, не в этом дело. Там все начинается с того, что надо учиться ставить цели. И давно замечено, давно, это в середине 80-х годов, в Гарварде было исследование, что вы знаете, это старое исследование, что в 50-е годы взяли в Гарварде самых лучшую там группу, сколько, 100 человек, и спросили, какие у вас цели на жизнь. Только 3%, а это были сливки. В 50-е годы, когда еще не было сексуальной революции, люди были очень разумные, гармоничные, семейные ценности, это были сливки западного общества. Только 3% написало конкретно, что они хотят, ну там 20 с чем-то процентов, ну около 3%. Причем конкретно так. Некоторые, хотим вот там лоер, адвокатом быть, еще что-то такое, быть, я не знаю, там поесть, как так написали. И вот менее 3% написало очень четко, как они видят. В 80-м году их собрали, в Америке, вы знаете, несложно, там, Джонсон, это все через компьютер. Эти 2 с чем-то процента достигли во много раз больше, чем все остальные 97% вместе взятые. У людей, когда есть план, то человек начинает вдруг становиться более успешным. Я слышал одного западного очень хорошего психолога, он такой психотерапевт, ведет тренинги, он очень хорошо правильно сказал, что в этом мире либо вы строите план и свою жизнь, и живете так, как вы хотите, либо вы живете в соответствии с планами других людей. Согласны с этим? Более успешных, потому что в этом мире управляют те, у кого есть план. Конечно, в России иногда бывают люди такие трансцендентные, раз там папа генерал, и сын тоже, и как бы... это раньше было, давно, в общем,
до перестройки давно все. Вот, но по большому счету, если посмотреть, ну, брать какие-то там, даже вот отношения, скажем так, где есть коррупция большая и так далее, все равно, если человек должен хотеть где-то быть. Как минимум подсознательно, потому что в этом мире у нас устраивается все согласно нашим желаниям. Если у нас нет желания, мы туда не попадем. Или если попадем как-то, то на какое-то только время. Либо у других есть очень сильное желание, чтобы мы там были. Понятно? То есть если нам 3 человека очень сильно желают, и у них более сильная энергетика, чем у нас, мы можем попасть, ну, под этот водоворот событий. Это понятно, что я говорю? Да. Поэтому, как это относится ко времени? Первое, у нас должен быть план. Мы должны знать, зачем мы живем, что мы хотим в этой жизни. И есть планы, как проверить, мы можем быть успешными. Сразу вот вы себе, ну, можете сказать, ну, я вас учил у многих, есть у вас план, прописанный на 5 лет вперед. Вы знаете, что вы через 5 лет хотите достигнуть? Кто-то да, кто-то нет. Но желательно прописать. В конце очень важная фраза, которую западная психология не дает. Надо написать на все любовь Бога. Потому что я видел людей, которые в университете учились, их сказали план, они написали, хотите, а у человека вообще другое предназначение. Если бы он это не написал, он вообще бы лучше бы еще достиг, и на всех уровнях, понимаете? А сейчас он там, ну, директор генеральной большой корпорации. Ну и что, это вообще не его путь. Он написал, пошел, Вселенная говорит, да не надо тебе, ему знаки были. Не, ну как вот. Поэтому надо всегда писать на все любовь Бога. Я готов принять любое развитие событий. Бог, что тебе лучше, то и направь. Ну я вот это бы хотел. Понятно? И когда мы строим планы на жизнь, нас Вселенная начинает в соответствии с нашими желаниями, она начинает нас вести. Появляются люди, которые притягиваются, появляются обстоятельства. Это зависит еще от того, насколько у нас карма хорошая, насколько у нас энергии много. Это отдельно у нас есть тренинги, где взять энергию для великих свершений. Вот. И там это подробнее разбирается, мы не будем, потому что некоторые пишут планы, а у них ничего, потому что шахты нет, если энергии нет, человек ничего не достигнет. Но первое, если вы хотите быть успешным в этой жизни, очень важно писать план. Следующее, если планы есть, очень важно, сейчас я говорю частично, просто напоминаю вам, вы многие, может, знаете, но это как фрагмент нашего тренинга, 15-20 минут, освежить, как западная психология работает. Ну, как западная, это частично восточная, просто в раджасе восточной психологии. Вот. То есть у нас есть цель, план, например, выйти замуж. Пишите, я бы через год, например, хотел выйти замуж. Одна женщина говорит, я написала замуж. Я говорю, подсознательно не хотите? Я говорю, ну я написала и живу там, да. Я говорю, ну вы же написали, говорю, когда хотите, да. Поэтому лучше время, лучше систематизировать. Но опять, всегда приписочка, на все любовь Бога, на все я готов принять любое развитие событий и так далее. Вот. И первое идут планы. Но как только есть планы, очень важный момент, в России это еще легко проходит. Человек планы написал, но следующий момент надо им следовать. А что я делаю для этого? Самое гармоничное, если мы пишем планы на 4 уровнях развития. Кто из вас хочет быть богатым, но быть парализованным? Или бездуховным и так далее? Никто, все хотим. Поэтому в нашей школе мы сами учимся, да? И окружающих учим быть гармоничным на 4 уровнях. Поэтому книга «Путешествие в поисках смысла жизни», особенно 2 часть, там всем я рекомендую, там подробно объясняется, как на всех уровнях написать гармоничные планы, чтобы и деньги были, ничего за это не было, и здоровье было, и то, но главное божественная любовь, а если ничего нет, чтобы при этом все равно быть счастливым. Потому что мы не привязаны к этому. Когда у нас есть планы какие-то, мы должны учитывать время, то есть что мы делаем для этого. И как узнать вот хорошего менеджера, хорошего лидера, у него есть планы минимум на 5 лет. Считается, очень хорошего лидера есть планы на 15-20 лет. Мне рассказывал один друг, он ведет тренинги в России по восточной психологии частично. И он встречался где-то на юге России, человек, он сам поднялся, у него какие-то большая корпорация, все. Такой очень богатый человек, у него есть планы на 15 лет. И у всех его топ-менеджеров. И они знают, что будет через 10 лет и так далее. Но это рациональный такой логический тип, это отдельно немножко, скажем, не у всех так, это у них такой тип, но он давно замечен. Если у вас есть подробный четкий план, хорошая карма, энергетика, то, скорее всего, вы к этому придете. И очень важно иметь временные рамки какие-то, то есть учитывать время, потому что давно замечено, что вы запланировали, да, но иметь важно ежедневно. Вот. Но так или иначе, если есть еженедельники, важно самый элементарный уровень, простой уровень такой, примитивный. Это когда мы пишем план на день, да, вот что мы хотим сегодня.
Позвонить дяде Васе, съездить туда-то, купить там какой-то телефон и так далее. И мы вычеркиваем, и мы наслаждение получаем. Да? Вот какие мы целенаправленные. Это самый низший уровень развития. То есть, ну, это уже какой-то уровень. Потому что вы можете заметить, что если этого плана нет, вы сделаете в 5 раз меньше. Согласны с этим? И время пролетит быстрее. Поэтому это первый уровень развития. Следующий уровень, когда у нас есть цель или миссия. Самое лучшее, если вы хотите вот эту систему познать, прочитайте, проработайте Стивена Кови. Лучше никто его не сказал, он там на сотнях языках переведен, там, не знаю, на сотнях странах там, и так далее. Это действительно топ-менеджер, ну, такой лучшая инструкция для всех менеджеров, топ-менеджеров, лидеров и так далее. Многие вещи там есть, я опять же отсылаю вас к этой книге. Есть некоторые моменты, которые очень сильно переходят к восточной психологии. Он набожный христианин, в России он опасный сектант, потому что он мормоновец. Вот, ну, у него 9 детей, хороший, разумный мужик. Вот, и он написал эту Стивен Кови или Кави по-русски? Кови, да? Окей, в Америке сейчас Кави называют. И вот эти 7 привычек успешного менеджмента, они очень хорошо все разбирают. Должна быть миссия жизни, должна быть цель, мы должны знать, куда мы идем. И должен быть еженедельник у нас. И до него это в принципе говорили, что если вы хотите, чтобы получали благословение времени вы, должен быть еженедельник, там план у вас написан на день. И каждый, ну, хороший менеджер считает, каждые полчаса проверяет, а куда я эти полчаса истратил. Вы же знаете, что если деньги мы начинаем учитывать, да, то они как-то уже по-другому идут, более медленнее, да, а приходит больше. А если такая широкая душа, то и как-то они как поток раз и прорвало плотину, все ушло. И также время. Время, как только мы начинаем его ценить, оно приобретает другую окраску. Нам вдруг начинает все хватать. Считается, плохой менеджер, плохой лидер каждые 2 часа проверяет, как он провел последние 2 часа. Хороший лидер каждые полчаса. Потому что времени действительно мало. И сейчас, когда меняются эпохи, мы очень быстро можем и очень много можем достигнуть. Но для этого нужно вести планы. И каждые полчаса отчитываться и в течение дня подводить итоги дня. Хотя бы минимум с этого начните. Вы увидите, как это сложно. Просто каждый, вот как я время провел, утро, бесполезное время, позитивное, вы увидите, время начнет благословлять вас, потому что время это живое, все в этом мире живое. Камни лежат, они живые. Время, все в этом мире есть Бог, все брахманично, все наполнено сознанием. Все наполнено любовью, все живое. Время тоже живое. Оно начинает по-другому течь, когда мы его учитываем. Это один из атрибутов успешной жизни. Очень важно подводить план. Даже если у вас нет в общем плана, а как я этот день провел? 1 минута хотя бы потратьте, вы увидите, вам это вернется тысячами минут. Просто коротко расскажу то, что очень четко у вас должно быть. И к этой теме всегда возвращайтесь. То, что у нас вся наша жизнь делится на 4 вида дел. 4 квадрата. Это срочные дела и важные. Важные, но не срочные, срочные, но не ничего, нормально. Срочные, это срочные написано. Сре это срочные. И 4-й квадрат это не сре и не важные. Прошу прощения за создание очередного шедевра. Вот очень важно всегда осознавать, в каком вы квадрате сейчас находитесь. Даже если вы слышали эту тему, освежите. Это никогда не поздно. Это одна из важнейших тем для того, кто хочет быть успешным в этом мире. Я иду очень быстро, потому что я надеюсь, что вы уже к 4-й ступени поумнели, многие читали или к этому вернетесь. Срочное и важное, что это такое? Пожар, болезнь. Пожар, болезнь, все правильно. Вам сейчас звонят, проверьте свою привязанность. И говорят, вы знаете, у вас есть квартира, да, она горит, дом. А у вас там документы важные. Что надо делать для вас? Совершайте, можно сказать, с одной стороны, большое преступление, ошибку, убегать с этого семинара.
Но с другой стороны важно, да, еще вы там вспомнили, у вас собачка в какой-то комнате, еще что-то, там документы, или не дай бог, кто человек, все. Вам надо бежать, да? Согласны? Или просто кто-то звонит, говорит, там, этот дом горит, там, да, и так далее, или еще что-то. Это срочно и важно. Так? Какие дела важные, но не срочные? На будущее, в основном на перспективу, да. Какие это? Важные, но не срочные. Написать план, выучить язык. Да, сесть написать план, это тоже время. Утром, да, вы торопитесь куда-то план, да нету времени. Все, вы погрузились в суету, время вас не благословляет, видите. Выучить язык. Как вы думаете, если каждый из нас бы знал 5 языков хорошо, жизнь бы расширилась? Более интересная, насыщенная была, а? Ага. Но мы же не учим. То есть важное, но не срочно, это изучение языков. Посещение здесь, например, тоже, ну, вы, это важно, но это же не срочно, вы могли пропустить. Вы же могли тупость проявить, да? Ну, серьезно. Вот. Это важно, но не срочно, живу пока так, ну, может, некоторых жизнь прибила уже, ладно, там вам скажу. Вот. Изучение чего-то. Как правило, во второй квадрат подразумевает уважение, выстраивание уважительных отношений с другими, изучение чего-то. Например, это же не срочно, если вы позвоните, например, своей маме и спросите, как у нее дела, чем я вам могу помочь, там, ну, сегодня, завтра, послезавтра. Это важно? Важно, но это срочно. Если она, ну, ничего с ней не случилось, это не важно. Или другу позвонить, написать открытку, поздравить с праздником, там, с днем рождения, например. Понимаете? Это важно? Поддерживать хорошие отношения с другими людьми, с близкими людьми. Важно. Это срочно? А? Ну, я вам открою секрет, это не срочно. В первых 2 квадратах разобрались? Да. 3-й квадрат. Срочно, но не важно. Что это такое? А? Да, телефонный звонок. Вот звонит сейчас телефон. И я, например, ну, могу ответить, это срочно. Ну, просто кто-то, или вот там кому-то. Это срочно, ну, звонить надо ответить. Да? Или вы с кем-то общаетесь, к вам пришел, например, друг, которого вы не видели год, у вас важная, например, сделка, если вы бизнесмен, там, вы духовную глубокую беседу ведете, а вам звонит телефон. Это срочно, он звонит. Ну, это же не важно, вы знаете, сосед Вась звонит, он вам 5 раз в день звонит. Что еще может быть срочно, но не важно? Например, телевизор, вы включаете, вау, какой телевизор, это срочно, потому что если вы выключите, да, или там, ну, вы пропустите какую-то серию, это срочно, это важно, нет? Что еще срочно, но не важно? Ребенок плачет. Ну, это у вас так дома не важно. Это... Вы еще скажите, муж голодный на кухне. Это срочно, но не важно. Ну да, иногда может ребенок манипулировать. Срочно, но не важно, но он просто иногда, но это немножко другое, потому что там можно ошибиться. Еще. Поезд подъехал, в метро двери закрываются. Да? Вы никуда сильно не торопитесь, знаете. Вы, ну, опоздаете, подумайте, просто перенесете времени в 6 сначала, в 7 оказывается. Вы уже знаете один из методов гармоничного подхода ко времени, чтобы виноваты себя не чувствовать. Что-то все раньше приходят на работу, не понимают, да, почему? Но если говорить серьезно, иногда бывает мы, ну, у нас самолет не уйдет через полчаса, мы бежим, да? В метро, поезд, и мы бежим. А что, следующий поезд через 3 минуты придет. Да? Зачем даже на работу так рано-то? То есть иногда нам не срочно, люди бегут, это какой-то синдром действует, раз двери сейчас закроются, и мы, последний рывок. А что такое не срочно и не важно? Нормально стоит? Давайте 20 раз присядьте, можете обувь снять, только обувь. Что такое несрочно и не важно? Болтовня. С кем? А? С подружкой. Бывает такое, да?
Женщины. 2 часа. Не срочно и не важно. Может такое быть. Женщине простительно. 10 минут. Не срочно и не важно, а то с ума сойдете. Ну 2 часа. Бывает такое, говорите и говорите. Не срочно и не важно. Да? И вроде как-то настроение вначале улучшилось, а потом не. В основном, да, телефонные звонки. Просто может кто-то позвонить, вы увлечены, вы учите тот же английский, вдруг вам звонит друг, как дела там, а ты был там, и вы отвечаете. Мобильные телефоны, они созданы на 80%, чтобы нас помещать вот в эти низшие квадраты. Потому что если мы не находимся в первых двух, особенно во втором, это значит, что человек будет неудачен. Понятно это? Вы можете проследить, сколько времени, вот в день подводите итог, сколько у вас было 20% здесь, 80% здесь, по нулям здесь. Вы гений, все, вы уже... У вас на карту можете не смотреть, вы много что достигнете и так. Главное, людей по лицу не бить просто так, и полностью не делать. Вот. Не срочно и не важно. Или почту проверяете, да? Одно из самых опасных дел, если это вам не нужно. Я вынужден иногда делать по утрам почту проверять. Потому что когда я просыпаюсь в 4 утра в Москве, это... Там 12 час дня, иногда надо в издательство отойти, я иногда вынужден просто подойти, там, почту включить. Но это одно из худших потерь времени считается, если начинать день с проверки почты. Ну, если вы ждете, вам надо в 9 утра пойти на сделку, и вы ждете письмо, надо ли вам ехать, там, как одеться, все, ну это да. А если вам не надо, то это и не срочно, это не важно. Интернет один из главных потребителей нашего самого дорогого имущества, что мы здесь имеем, времени. Или имейлы проверять, да? Как там, вот полчаса прошло, там все, проверили, ой, Манька опять написала. Они проверили, ну и что? Начните раз в день, например, проверять, или 2 раза в день. Соцсети часто забирают. Фильмы непонятно какие, там вот 800-я серия, там это, или даже первая вот вышла новинка, старинка. 99% фильмов, я думаю почти 100, 99 фильмов, которые сейчас есть в России и в США, они очень быстро разрушают наше сознание. Согласны с этим? Любой фильм. Я вам разберу психологически. Я смотрел несколько десятков фильмов специально за несколько лет. Причем самые лучшие, там это... Начиная с этого, это же вообще разрушает сознание. Это особенно детям-то нельзя смотреть. Все эти физруки, как эти больницы, эти забоченные там, интерные, да. Это просто преступление показывает. Это предатели России только могут так участвовать вообще в этих фильмах. Эти фильмы, они вводят подсознательная программа на потребительство, разврат, употребление алкоголя, курить и так далее. Еще так делают. Между нами, кто-нибудь когда-нибудь в жизни видел еврея-врача, который пьет каждый день водку на работе? А? Ну, да, там коньяки. Он все пьет, если честно. По его роже там видно, что он и от водки не откажется. Но вопрос не в этом. Это же психологически, что даже евреи пьют. Понимаете, видите, как бухают, это всегда русские, там это, вот видите, все, даже интеллигентные. Это просто любое, я когда разбираю, как это психологически построено, как человек, который чуть-чуть понимает, как работает подсознание, там просто штампы забиваются. Это опаснейшее, и все смеются, все хорошо, а потом раз, и люди придут и водку покупают. Вы же знаете, этот Онищенков, дай бог ему здоровья и счастья, он же хотел ввести запрет в России, чтобы алкоголь не пили. Его чуть не убили, ему охрану дали. Потому что это одна из главных реклам, когда вы видите, герои пьют алкоголь. И это нормально, понимаете? И представляете, он там 20 лет бухает, каждый день там вообще водку выпивает, иногда там в конце серии несколько бутылок, на следующий день приходит трезвый. И такой глазки светятся. А даже если он еврей, извиняюсь. Вот. Кем бы ни был, это в любом случае разрушительно. Или там человек героем стал вдруг. Американец работает, вдруг он выпил бутылку водки один, на следующий день приходит, все, ты наш, ему все, вот он наш, это герой. Что это такое? И когда в России не пили, посмотрите, 18-19 век, протесты были, крестьяне сжигали это все. И когда русские не пили, как свиньи, как сейчас. Одна из причин, потому что идут фильмы вот эти все. Они зомбируют, просто человек посмотрел и все. Там раз уже шуточки, в порно играть, там врачи пошли в порно. А что такие врачи? Врачи не специально, всегда врачи это были показатель нравственности, показатель культуры, которые знали, это не просто, а когда врачей показывают, что это, да, там подумаешь,
выпьем, гуляем, там обманем, там 5 раз женимся, 5 раз разведемся, это программы. И вы смотрите если мы смотрим эти фильмы, то мы опускаемся в несрочное, неважно, и причем еще в тамагуну, понимаете? О каком там здоровье, счастье может быть речь. Поэтому вы проследите, или нам всем надо проследить, сколько мы расходуем здесь, ну, у людей, обычных людей в западном мире 80% срочные, но не важные. То есть в основном люди здесь. Срочно и важно, если мы планируем, у нас почти нет. Ну, согласитесь честно, не бывает у нас там, по крайней мере, я надеюсь, что там каждый день пожаров, там болезни, кто-то там близкий тонет, надо в воду кинуться, да, или кого-то попросить, там, помолиться за него как-то. Вот. Такого у нас не часто, но если у нас жизнь становится более-менее планомерной, этого квадрата почти нет. А если есть, то он приятный, знаете. Приходит раз, время проявилось, какие-то подарки судьбы неожиданно. Но вот этот квадрат, он требует аскез. Это саттва. В восточной психологии называется этот квадрат саттва-гуна, благости. А в саттве счастье какое? А? Вначале что? Яд? А потом нектар. То есть вы садитесь английский учить, вам не хочется, вам хочется на e-mail ответить, дуськи там по телефону, да, косточки протрепать. Еще что-то, фильм, ну блин, ну 500-я серия интерна идет, понимаете, там, как они водку допили, там, понимаете, кого изнасиловали, еще что-то. Надо посмотреть. И это тяжело учить язык, для этого уровень саттвы нужен. Согласны со мной? И вот это как раз дисциплинирует, сколько у нас есть план на день, на неделю в этом квадрате. Например, я начинаю с сегодняшнего дня говорить осознанно или стараться. Да? Это важно, но это не срочно, не срочно. Так же. Можно и через год начать, можно и через 5 жизней. Или когда жизнь так припрет, что уже... Таким образом, важно считается правильное отношение ко времени, когда мы трансформируем время вот в этот квадрат, сюда. В основном здесь. Это может быть занятие спортом, это может быть занятие там, йогой, упражнениями полезно, на воздух пойти. Вы можете в воскресенье поехать на природу и погулять? Можете поехать, можете остаться телевизор смотреть. Но важнее, намного лучше, это пообщаться с природой, пообщаться с близкими людьми. Можете домашнее задание сделать, можете нет. Это у нас выбор. Мы свободны, но свободны в основном во втором квадрате. И люди, которые во втором квадрате, они очень много достигают. Меня мать научила, что, говорит, ты знаешь, если у тебя талантов нет, то надо до всего задницей доходить. В плане, что ты сидишь и учишься. Ты сидишь, ну тогда время было не такое деградированное, как сейчас. То есть ты сидишь и учишь, 5-й точкой. Ты занимаешься и все. Все могут заниматься, понимаете? Поэтому наша жизнь, она зависит сейчас от нас. И когда я это понял, моя жизнь изменилась. Что второй квадрат, а зачем? А стоит это говорить? В восточной психологии, скажем так, пустые разговоры — это праджалпа. Это то, что ухудшает нам карму, забирает время. И у нас агрессия ко времени появляется. Время становится нашим врагом. Хотите время врагом? Это одна из главнейших энергий. Нет, тогда надо его уважать. Если мы проявляем уважение ко времени, время нам начинает вдруг хватать. И мы начинаем достигать очень многого всего. У меня были в жизни такие события, которые никто не верил, что это может сделать за этот период времени. Что столько может там успеть сделать и так далее. Были время, конечно, когда я все ошибался. Но так или иначе, просто в моей жизни это было. Я знаю, как это работает. Что ты бестолковый, без талантов, пошел там что-то делаешь, работаешь. И ты правильно соблюдаешь, и начинает жизнь по-другому быть. Но все начинается с того, чему мы сейчас посвящаем свое время. Понятно это? Тут есть вопросы какие-то? И тут очень такой момент, что когда мы начинаем быть в саттве здесь, да, у нас, то люди вот с этих квадратов, они чувствуют себя некомфортно. Ну, пойдем выпьем там еще куда-то. Они начинают тянуть, потому что люди в раджасе и тамасе, они не могут чувствовать некомфортно, когда кто-то из толпы выделяется. Но сейчас реальность такова, что толпа в основном несчастна, больна и мутантна. Согласны с этим? Общество в общем счастливо или нет? Нет, возьмите статистику, не верите мне, возьмите статистику. 60% там, это еще сколько лет назад было, сейчас уж побольше.
60% людей на Западе, они, какой-то один из видов депрессии был, потом нехватка энергии. Это все больные люди практически. Хотя они ходят, улыбаются, в химии там раскрутились, там, понимаете, морщинки. Так зачем опускаться на этот уровень толпы? У нас одна жизнь, понимаете, мы воплощались в разных, и как мы проявим, зависит от нас. И все общество, оно не хочет нашего прогресса. Поэтому вот этот квадрат, он требует саттвичного подхода, и он требует аскез. А в этом мире все начинается с того, насколько мы можем прилагать аскезы. Аскезы в саттве, в благе. Я вам приводил уже цитату, что в Бхагаватам говорится, что Вишну, сам абсолютная истина, персонифицированная абсолютная истина, говорит, все в этом мире я творю силой своей аскезы. Даже Бог, Он говорит для нас, что в этом мире нужно вначале отдать перед тем, как взять. Это в христианстве тоже, да, говорится, перед тем, как взять, надо дать. Также, если мы хотим от времени, да, чтобы нам все хватало, и отпуск никогда не кончался, так можно всю свою жизнь один отпуск сделать. Вселенная, она каждому из нас хочет преподнести тот фрагмент судьбы, который мы хотим, по большому счету. Лешенька, извините, я заговорился, ничего вы не скучали? Ну, хорошо. Я знаете, что хотел бы, чтобы вы мне помогли? Мы разделили вот так листок на две части. Первое. Когда мы получаем благословение времени, и второе, когда, как это сказать, по культуре не получаем. Собственно, да, ну как надо когда мы теряем благословение, да, вот я то же самое, что вы говорите, только чуть по-другому, теряем. Умник. Я тут Т хотел еще написать, что вы вообще понимаете. То есть у нас любое событие, когда мы получаем благословение времени, а есть любое событие, когда мы теряем благословение времени. Если время мы потеряли благословение, вот если, например, что у вас в жизни случится, если вы потеряли благословение директора вашего? Увольнение в лучшем случае, да, причем с минимальной зарплатой, еще услышите про себя столько такого, что эго будет просто плакать от радости, что так давно не рушил меня никто. А если вы приходите, вас начальник очень уважает, благословляет, вы его можете не видеть, от него идет энергия. Что у вас будет? Премия как минимум. Ну так или иначе, какой-то более подарок, да, если так совсем примитивно говорить. И также время. Время это энергия. И каждому из нас она течет по-разному. Кто-то может за год добиться столько, что другого за 10 жизней не достигнет. Может быть такое? И благословление когда? У вас как почерк? Давайте, пишите. Нормально. А это что, ненормально? Пишите, когда мы получаем благословение времени? Ну вы вначале озвучите, а то вы что-нибудь вначале напишите, потом там. И нас время всех тут не благословит. Давайте из зала, пока парень настраивает микрофон. Когда мы получаем благословение времени? Жить здесь, сейчас. Жить здесь, но это уже второстепенно. Да. Когда отдаем что? Когда жертвуем. Жертвуем, ага. Когда жертвуем, бескорыстно, главное. Потому что в раджасе мы тоже отдаем, а потом еще 2 года помним. Я сделал тебе столько отдал, а ты мне вон. Сволочь. Да. Когда мы успокаиваем. Ну там вы уже все благословения, Наташенька, получите, когда вы успокоите, не переживайте. Жертва. Какая жертва, дорогой? Маме, я 200. Все не поместится. У меня просто иногда, когда я или кто-нибудь из аудитории начинает тезис написать, то потом люди, кто нас смотрит, они не понимают, что они смотрят. Ну мы же все без 5 минут мастера, все же должны понимать. Почему это мы все без 5? Ладно, мы все кроме вас. Это уже лучший ответ. Уже. Но так или иначе вы нас не программируете. Может кто-то уже мастер. Что вам мешает сейчас быть полностью мастером? Я здесь, а вот там.
Это примитивно. Ну ладно. Это для уровня ума, надо где-то быть здесь, там кому-то надо быть там и так далее. Вы просто можете здесь и сейчас, понимаете? Вот и будете, и будьте. Итак, жертвоприношение, отдача, бескорыстное служение. Напишите еще бескорыстное служение, хорошо? Не пожалейте чернил. Жертва. Хорошо, жертва. Еще? Рациональное распределение. Рациональное. Один из хороших ответов. Как можно его чуть улучшить? Рационально. Планирование времени. Написание планов. Целеполагание. Имение цели, например. Да? Потому что это должно быть чуть раньше. Целеполагание. Пунктуальность. Пунктуальность. Еще. Внутреннее спокойствие. Давайте, спокойствие ума, да, женщины требуют. Алексей, напишите, спокойствие ума. Все в свое время делать. Все в свое время. Режим дня. В соответствии с различными ритмами, да, ритмами природы, скажем так. Режим дня? Да. Вопрос можно? В чем смысл без-корыстный? Почему так пишется? Я знаю, меня так часто ругают где-то в соцсетях или в книжках, что я такой безграмотный пишу бескорыстно. Нет, я думаю, А надо писать бескорыстно. А почему вас это напрягает? Такая мелочь вас напрягла, просто от вас такой напряжение. Почему вы пишете бескорыстно? А надо писать бескорыстные. До революции в русском языке было так. И всегда у славян было без корысти. Не бескорыстный. Потому что без это имеет совершенно другую энергию. Понимаете? Поэтому, когда у нас в подсознании, что человек, который живет без эгоизма, то есть он корыстный без, это совсем другая энергия, совсем другая работа подсознания. Я не обидел вас. Я хотел без корысти ответить. У меня это редко получается, но я хотел. Режим дня, жить в соответствии с ритмами природы. Из чего? Делать то, что любишь. Делать то, что любишь. Но опять же, вы понимаете, что это все утверждения должны быть в саттве. Потому что человек в тамасе, он такое любит делать. Да и человек в страсти тоже, он может много потерять, скажем так, благословений, делая что-то. Но в принципе, я думаю, более правильно, вы согласитесь, сказать, делать то, что душа, да? В соответствии, сердце то, что говорит. Доводить дела до конца тоже. Но есть типы людей, которым тяжело доводить, да? Это их психика. Мы тоже будем говорить, надеюсь, по типологии, когда. О, Андрей, молодец, сказал мудрость. Уважать время других людей. Да, дорогая. Да, общение, потому что много мы теряем, но общение, понимаете, мы можем получить благословение времени, если вы пообщаетесь с мудрецом. Да. Или с книгами, да, то есть, общение, правильное общение. Вы где-нибудь там, не надо это, у нас денег нет на новый лист. Что вы порвали нам тут лист? Это повод нам купить новый. Не купить. Общение, да, когда мы теряем время, напишите плохое общение, соответственно, общение в раджасе. Да, пишите. Места-то у вас нет на благословение уже. Есть у кого-то озвучить еще, где мы получаем благословение времени? Творчество. Это действие согласно природе, творчество, да. Пишите. У вас, кстати, дети, вы собираетесь как иметь? Да. Вы напишите, что зачатие детей
благословение времени получаете. А потом их воспитание. Да. Ну, это разные, это очень хорошо. Вы просто пишите. У некоторых места уже нет, поэтому. Это все производные жить в соответствии со своим сердцем и так далее. Да, дорогой? Ранний подъем. Ранний подъем. Вот это вообще идеально, да. Мы это коротко уместили в жить в соответствии с ритмами природы. Но я очень рад, что наши слушатели подчеркнули этот момент. Считается в восточной психологии, если мы рано не встаем, Бог нам не подает. Поэтому одно из главных ритмов, это же идеально, если мы встаем за 1,5 часа до восхода солнца. Считается самое соответственное. Брахма Мухурта, это грубо там 1,5 часа. Это самое дорогое время для медитации, для работы. Примерно, если так примитивно сказать, упрощенно скажем, не примитивно, если один из учителей сказал, что утро надо посвятить духовности, Богу, божественному, то есть медитации, молитвы, настрой, потом плавно жить и так далее. День нужно посвятить служению обществу, заработку денег, вечер нужно посвятить семье. Это так, упрощенно, но в этом есть какой-то ритм. Но очень важно действительно утром рано вставать. И рано ложиться, соответственно. Это совершенно другое. У нас ночное действие, ранний подъем. Считается, что человек, который постоянно утром встает, он пропитывается энергией благости. Не замечали? Да. Понятно. Очень желательно вставать хотя бы не позже рассвета. Почему, говорят, женщинам не стоит раньше 3 часа? Почему женщинам раньше 4 что? Вставать. Женщинам раньше 4 вставать? Может, мужчинам не надо раньше 4? Я не знаю, а зачем, правда, женщинам раньше 4 вставать? Только болтать будут. Позаниматься, дети там. Нет, женщин немножко по-другому. Не надо женщинам раньше 4 где-то вставать. Если рассвет 4 часа, до 3 часа... Нет, вы будете, понятно, что есть белые ночи, я в Санкт-Петербурге жил, учился когда-то. Там белая ночь, там 2:30 солнце зашло, в 3 уже встало. Если ты встанешь за 1,5 часа, то ты будешь, встанешь на закате солнца. Это вообще, надо всем быть, более сатвично. Вы выбираете, понимаете. Но считается, есть клуб уже миллионеров в Штатах, это самые успешные люди. Они заметили, одно из правил по-настоящему успешных людей, которые без посторонней помощи что-то достигают, они должны вставать до 5 утра. У них клуб. И туда вас не принимают. Клуб миллионеров. Меня пригласили читать где-то там общество миллионеров, клуб, не знаю. И, так или иначе, есть правило. И вас туда не примут, если вы встаете после 5 утра. Человек не может быть счастливый и успешным. Я понимаю, вы на меня смотрите, как это, вот так встать без кофе в 5 утра и что делать? Как мне одна женщина ходит на занятие и говорит: Рами, а что делать? Я стала вставать там в 5, а что потом? Но в это время очень хорошо учатся. Очень хорошо медитируется, молится, на весь день набирается энергия. Но единственное, я вам должен сказать секрет. Я по жизни, в общем-то, жаворонок, и сколько там, лет 12, наверное, ни дня не пропускал, там до 3:30 вставал, там, может быть, несколько дней пропустил, медитировал несколько часов. Но потом, когда у меня ушел духовность, помните эту схему сильно? Я стал замечать, я медитирую больше полчаса, у меня агрессия, злость, как они могут, козлы. Все признаки духовности, знаете, осуждение других, жесткость. Такое, что они все мантры не читают. Такая божественная любовь через аспект духовности, знаете. Поэтому, если вы чувствуете, что вы с утра помедитировали, ходите потом, козлы все, как они живут, ты тоже в 9 встала, уже дурой была, дурой умрешь. То есть, если осуждение появляется, то это понятно, надо поменьше, лучше английский учить. Женщинам вообще английский, пойте там что-нибудь о душе, о Боге. Плохое общение. Когда мы еще теряем благословение времени? Давайте еще 10 минут до перерыва, хорошо? До того, как у вас будет возможность книги приобрести. Сожаление о прошлом, страх перед будущим, да. Какой я был дурак год назад, да? Даже если понятно, что были, зачем сожалеть? Время теряете, благословение времени теряете. Надо просто уроки взять, что мы какие-то ошибки... Не я был дурак, а я ошибся, например. Да? Ты помнишь, я год назад тебе по лицу ударил? Да я ошибся.
Торопливость, суетливость, торопливость, да. Вот суетливость, мне кажется, лучше подойдет, потому что торопиться иногда нужно. Иногда мы вынуждены, внешне куда-то бежать, торопиться, это нормально. Суета, более хорошее слово суета. Когда мы суетимся, там 3, по 5, 5, по 3, куда бежать, зачем? Мы теряем время. Еще. Чуть громче. Осуждение других. Особенно преподаватели. Да, дорогая. Лень. Лень мать всех пороков, да. Когда мы ленимся, мы не хотим выполнять дхарму. Но опять же помните, что иногда природа нас приводит к балансу через лень. Например, вы год работали как осел, извините, в вашем случае как ослица. Вот. И вы работали, ритм, все, вы забывали отдыхать, вы тяжело. У вас вначале либо на вас нападает такая депрессия, вам ничего не хочется, да, уже идите вы на работу, вы кидаете вообще все. Не хочу я ваш Мерседес новый, не хочу, идите в баню все, и вы ленитесь. Бывает такое? Или, скажем, у вас, я понимаю, нет, но я имею в виду теоретически в природе, может быть такое? Может. Если человеку ленится, он говорит, лениться нельзя, я не хочу быть в 3-м квадрате, во 2-м, я бежать должен на работу. И вы болезнь дают. Раз заболел, и неделю смотрит потолок в больнице, да? И мечтает самому до санузла дойти. То есть природа, она приводит в баланс, потому что мы должны быть в балансе, в центре всегда. Весь наш кромеугольный камень, ступени, как быть мастером, быть в балансе. Всегда, иногда надо поторопиться, иногда надо полениться. Но если мы отслеживаем, мы живем в состоянии присутствия, мы знаем, вот сейчас надо полениться. У меня были, вот сейчас я приехал, у меня был очень тяжелый такой, как это слово трип, по-русски может немножко по-другому транслируется. Путешествие, да, поездка. Вот, и я прям осознанно не ленился, вставал, когда хотел, что там, когда фильм там поставил, что-то полежал, поел с детьми, пошел, поиграл. Вообще никакого плана, специально, 2 дня не встал. Раз уже энергия пошла, смотрю, хватит лениться, надо делать что-то. А женщине, наоборот, иногда надо, хочется так, подушечку там раз в 4 утра, уже все так, это я уже продумал, что скажу, маньки, да, что все. Да, дорогая. Чуть громче, пожалуйста. Мы же планируем свой отдых, когда составляем план. То есть это как уже планируем. Да, это сатвичный подход, умничка. Дорогая, вы молодец вообще, вы как это, вроде женщина, говорите так умно. Правильно говорит женщина, что более сатвичный уровень, это когда мы планируем отдых в течение дня и так далее. Вы знаете, есть разные методики, вот опять же, в Америке там они спать не ложатся, чтобы не найти как можно денег больше заработать. И они обнаружили, что вы час работаете, 45 минут работаете, 15 минут отдохните. Или хотя бы 5 минут, расслабьтесь. В течение дня расслабьтесь, максимум там, каждые 3 месяца на неделю куда-то уйдете, вы будете больше достигать. Поэтому иногда нам надо вроде бы внешне отдохнуть, но если мы планируем, это в сатве, да? Это очень хорошо. Еще когда мы теряем благословение времени. Сильно привязанность к своим желаниям, желание поскорее. Да, сильная привязанность к своим желаниям и к плодам своего труда. Когда мы работаем, когда вы мне премию дадите, я уже 2 месяца у вас хорошо работаю. То есть привязанность к плодам своего труда. Когда? Я уже английский полгода учу. А этого козла не могу послать нормально, да? По-английски, вежливо, культурно направить. Когда мы привязаны, когда я там успею, когда я получу повышение, быстрее, когда надо, когда я заработаю 1 000 000 на эту квартиру. Да, дорогой, вот вы придете, Алексей, как вашу девушку зовут? Ирина. Елена. Не переживайте, это в этой жизни Ирина, там так все время. Вот. Вы, например, приходите, она говорит, когда ты будешь хорошо зарабатывать? А вы ей говорите, у тебя, дорогая, агрессия ко времени. Всему свое время, да. Вы понимаете, что все в разных гунах. Иногда мужа надо спросить, и там, любимого. Но в принципе, да, тоже может быть агрессия ко времени. Когда ты это. Время не благословляет, сделка уходит часто. Когда мы привязаны к плодам своего труда, да, иначе сейчас не подпишется, мне еще год работы. Все идет, все когда надо придет, не переживайте. Еще?
Ссоры. Ссоры. Ну, иногда, если осознанные ссоры, иногда надо. Но в принципе, да, в страсти, в неверсии, ругань, агрессия кому-то и так далее. Ссоры. Потери времени, как правило. В 95%, 99% от потери времени. Если вы с кем-то ругаетесь, как правило, это зря, да. Еще? Поздно ложишься спать, сидишь в интернете. Это просто вообще, можно сказать, даже ужас, да. Просмотр телевизора, да. Когда плохо ругаем время, да. Когда мы говорим, мне не хватает времени, это уже агрессия ко времени. Представьте, например, ваш ребенок пришел, вы ему отдали все деньги, там $20 000, вы ему дали, чтобы он там зашел в детский магазин на 5 минут, а он выходит, а мне денег не хватает. Что вы, как вы себя почувствуете? Неприятно, да? Так же и время, мы говорим, не хватает. Да куда не хватает? Время тут избыток всего, что значит не хватает? Это как получить благословение времени, максимально рационально, практично его использовать. Вы можете сказать, у меня нет, но я не хотел. А вы запланируете и захотите. Вы можете в метро ехать учить английский, да? А можете думать. Да? Мысли ума погрязь, там, что там ум нас, как воронка, он куда-то, мы думаем, как он мог, как она смогла, зачем она это сказала и так далее. На шум сразу так жить выпирает. А можем что-то учить, лекцию слушать. Тут и лекции, кстати, продаются, да? В аудиоформате. Мантры петь, ну петь тоже надо аккуратнее. И да, про себя, то есть в метро вы начнете петь там. То... Еще? Бесцельно тратить время, да. Ну, у нас было с другой стороны цельное тратить время, а тут бесцельное тратить, да. Еще? Удовольствие жизни получить? А, недовольство жизнью, да. Недовольство жизнью тоже тратить. Ну, любые виды недовольства, по большому счету, любые претензии, это агрессия, да. Еще? Привычка опаздывать. Привычка опаздывать, да. Есть люди, тип такой, не всегда опаздывают. Им надо на час раньше назначать, тогда они всего на 2 опаздывают. Но в принципе опоздать, ну пунктуальность, да, мы говорили. Это еще. Ведение еженедельника, это благословение. Если у нас нет, то нет. Вы же все в душе стремитесь получить девушке хорошее образование, быть такими, ну, феминистками в благости, скажем так, мягко. Да? Поэтому тоже используйте еженедельник. Даже с детьми вы следите, то успеете этому позвонить насчет там учителя туда-то, например. Тоже планируйте, даже если у вас маленькие дети, можно планировать. Вы увидите, что все равно как-то берет это вас. Не проявлять агрессию, раздражение, если что-то не получилось, если не хватило времени. Но нужно просто урок вынести, написать себе, да, почему не хватило, что я там 2 часа потерял. Да, молодой человек. Сдерживание обещаний. Не сдерживание обещаний. Ну это вообще, да. Ну я так понял, сейчас мы уже все будем сюда писать, нехорошее. Ну, в общем-то, да, не сдерживание обещаний. Если вы опаздываете куда-то, вы пообещали прийти там в 7 и пришли в 7, кстати. Да, только через неделю, да. Все? Есть какие-то тут вопросы? Давайте сделаем минут 10 перерыв тогда. По большому счету, если смотреть с абсолютной точки зрения, то все в этом мире энергия. Даже вы энергия, я. Или каждый из нас изучает определенную энергию. Даже душа, она обладает духовной энергией. Я понятно объясняю, нет? Практически, если брать ведическую концепцию, вот, ну, классику, так сказать, основу восточной психологии, то в этом мире все есть энергия. И время это в какой-то степени тоже энергия, но про это говорится реже, потому что, да, это для ума, ну как-то энергия как? Ну как энергия, как мы можем использовать? Если у вас много времени, например, у вас 5 лет выучить английский, вам говорят, вот, дорогой товарищ полковник, уважаемый Юрий, если вы выучите английский за 5 лет, через 5 лет мы вам там, ну не знаю, там, дадим такую работу или туда-то пошлем. Или вам говорят до завтра, если вы выучите английский. Разница есть? Понимаете, к чему это? Потому что время это тоже энергия. Кто обладает временем, тот обладает энергией.
То есть с этой концепцией еще разбирали. Ну, просто если брать ведические трактаты, там есть то есть разные трактаты, как быть в этом мире успешным. И в той категории время, там не говорили деньги, время это энергия, которая тоже нам дается определенное количество. Понятно это? Но там измеряли время не, например, вы проживете 108 лет, но вы можете, смотря как прожить. Есть люди, которые там прожили 20 лет, а похоронили 80. Да, которые уже не живут, у них время почти не течет, у них нет энергии, это просто, ну, они какие-то программы выполняют, такие биороботы, которые живут не в реальности совершенно. Вот, и поэтому в этой концепции время это как и энергия тоже. Деньги это энергия, это лакшми, это же энергия. Также и время это энергия. Это отвечает вам на вопрос? Простите, вы сначала сказали, что время это энергия, а потом вы сказали, что время это иллюзия. Я никак не могу это совместить. Вы можете объяснить? Дорогая, вы знаете, вы женщина. Вы красивая. Ваша голова, по большому счету, не создана, чтобы это все совмещать. Вы, главное, это примите и все. Итак, что у вас не совмещается? Что время это энергия и время это иллюзия. Вот это весь материальный мир, это одна сплошная иллюзия. Майя называется. Есть Марья Ивановна в России, да? Майя Ивановна. Маечка там. Хорошо еще хоть имени трусики бегают. Маечка бегает. Майя это иллюзия. И весь этот материальный мир, это тоже материальная энергия. И это иллюзия. Энергия может быть иллюзорной. Духовная энергия это вечная. Сатчитананда. Это вечная энергия. А есть энергия, ну, временности. Поэтому время это иллюзия в какой-то степени. И времени нет. Но для того, чтобы это именно, ну, быть в этом, как бы понять это на уровне души, для этого надо побывать в этом состоянии. Так мы сейчас с вами говорим на уровне ума. Я ответил на ваш вопрос? Да. Если вы, Рами, вы могли бы еще пояснить по поводу планов у меня вопрос? Что в западной психологии там тоже как бы разбирается важность планов при достижении целей, но там еще разбирается такой, уделяется важный аспект ресурсной базе, так скажем. Вот, то есть как бы достаточно ли нам ресурсов для достижения каких-то целей? Да-да, то есть вопрос такой, что в западной психологии разбирается, как строить планы и спрашивать себя, а хватит ли у нас ресурсов для этого. Я говорю, просто, ну, так как я знаю, что женщины тут не только красивые, еще и умные, поэтому я это не заострял, но если вы помните, я сказал, что у меня есть семинары по, ну, где взять энергию для великих свершений, и важно еще иметь энергию шакти. В восточной психологии это называется не ресурсная, ну, там немножко другой, скажем так, сленг, там имеется в виду, ну, энергия. Или карма еще некоторые говорят. Это отвечает вам на ваш вопрос? Вы поняли, нет? Вы просто глазками красивыми хлопаете. Да. Поэтому мы частично это говорили, вы правильно говорите, поэтому, когда вы пишете планы, если благости, вы знаете, первый вопрос, а мне это надо вообще? Вот мне, например, надо быть директором завода через 20 лет, а это, ну, может точно побыть с этим. А потом, а хватит ли у меня энергии? Да, дорогой. Скажите, пожалуйста, как избавиться от суетливости в жизни? Как избавиться от суетливости? Ну вот в целом вообще во всем. Ну идите сюда, готовы поработать? Вполне. Ну так вполне, так бегите, давайте, не тратьте время на. Пока молодой человек выходит, вы не против отжаться не суетливо, спокойно, 20 раз осознанно и говорить ом-1, ом-2, ом-3. Не против? У нас просто как ступень практически, поэтому тренинг первый ряд у нас вот так вот сделан. Не против? Если это поможет, с удовольствием даже. Ну, мне кажется, это не повредит. Осознанно 20 раз. Ом. А потом 10 раз отожметесь, да, здравствует Владимир Владимирович. Ом. Так солнце усиливается. А вы потом запишите и пошлите. Куда надо. И девушке дайте тоже, можно да? начать? Еще вопросы какие-то? Не, неправильно. Ом-1, Ом-2. Все наслаждаются процессом медитационным. Все ждут второй половины. Итак, вы суетитесь много.
Вообще постоянно. Процесс как бы от этого не ускоряется, а вот как-то суета остается, энергия тратится. А какой у вас цель? Вот вообще на жизнь, на день, на год? Как вас зовут? Рамиль. Рамиль. О! Это как я, только лечи. Итак, вы Рамиль, суетливый. Вас вата выведена. Воздух. Вы давно мои книги читаете? Нерегулярно, но давно. Это хуже, что нерегулярно, но хорошо, что давно. А что у молодежи сейчас давно? Ох, года, наверное, 4. Ну, немало, да, можно уже было помудрить. У вас вата выведена, энергия воздуха. Там книга «Три энергии» есть, вы ее читали? Тригуны, да. Тригуны, да. Поняли, что у вас вата в раджасе, у вас вата и пит огня. Вы еще такой вспыльчивый немножко. Абсолютно. Да, у вас вата и пит, поэтому вам надо вату благости. Вы завтра придете? Нет, к сожалению. Да, просто приходите. Получите благословение времени. Я всех приглашаю, приходите завтра. Вам просто полезно будет, мы эти похожие темы будем Ну разбирать. вот из практических каких-то действий, что я могу сделать? Это очень хороший вопрос у Рами. Ля. Вот, ля-ля-ля. Рами, ля-ля-ля. Ну, видите, да. Литературное такое поэтичное настроение. На самом деле очень, ну тут нам, так сказать, Бог правильно Рами ля послал. Потому что это очень часто у людей, у нас у всех разная конституция. В основном у нас у всех выведена вата, энергия воздуха. Мы с вами проходили на предыдущих ступенях, что вата это энергия воздуха. Когда люди очень активны, такие. Вот. Потому что есть люди, которые, знаете, они, ну, кафы, вот земля, вода у них в уме, везде. Вы им сказали, они через полгода звонят, говорят, я все понял. Но вы не такой же. Побыстрее, побыстрее. Таблетки от жадности побольше, побыстрее. То есть, когда вата, то люди накрыты очень. Поэтому здесь очень важно воздушные потоки привести в равновесие в уме. И это тоже входит в задачу восточного психолога. Поэтому очень часто я консультирую, особенно в Москве, и ну, сейчас уже приходят более подготовленные люди, готовые, но обычно раньше я консультировал, и 70% людей я давал хоть что-то, как уменьшить вату, энергию воздуха. Потому что если люди ватные, они не могут время, куда они торопиться, не суетиться, они у них воздушные потоки, ты живи здесь сейчас, божественная любовь, ты можешь задать, да, куда Ну, примерно так, да. Примерно так и происходит. Я понимаю, Рамиль, поэтому вот Бог вас послал сюда. Это комплексный подход. В первую очередь нужно более заземлиться. Массажи теплые, парные вам раз в неделю, именно парные, даже не русские парные, вот турецкие лучше, они хорошо, они и вату, и огонь, и воздух гармонизируют, ну питу и вату они гармонизируют. По утрам, например, вот люди, которые потолстеть хотят, если вы знаете, это утром как кафе, чтобы немножко, если вы утром вскочили, уже помедитировали, все, вы бегаете, надо на работу. Вы берете до 10 утра жирненькую кашку с маслом топленым. Ну, если вы сыроед, там по-другому, но так иначе сыроед у вас уже появляется другой вопрос. Так иначе вы берете кашку, еще сладкую, и медом, раз, и съели, раз, приземлилась, да? И вы идете, уже поспокойнее. Понимаете, о чем я, нет? Воды надо пить не меньше 2 литров в день. Все же выжатые соки, зеленые коктейли и так далее, жидкости больше. Потом вы садитесь кушать, помолились и очень осознанно жуете. Понимаете, когда вата телевизор включаю, что да? Вот. Вы помолились, помедитировали здесь сейчас, берете и осознанно кушаете, 33 раза жуете. И как процесс, как медитацию взять. Если вы так попитаетесь, ну, считайте 40 дней, ну даже 30, вы увидите, как вы станете более спокойны. Потому что у нас подсознание открыто, и особенно вата, энергия воздуха выходит, когда мы кушаем, особенно с телевизор смотрим, сочно затопил, то это у нас усиливается, а потом еще так как у вас пита, вам хочется козлы, блин, этих всех, ну, правителей. Нет, конечно, даже думать так нельзя. Вообще, это ужас. Но там вот кто не исполняет указы умные, и их тоже, кстати, не надо, это вообще с любовь, и любовь им послать.
Потому что у вас еще огонь же появляется. И у вас огонь был, вы успокоились. Кашку, потом все божественной любви. Потом раз чувствуете, поклонились кому-то. Вот у вас агрессия есть кому-то в зале? Ну, не надо только на меня ставить. Нет. Честно. Есть. Мы любим искренность. Ну, вы знаете, кто исключение, да? Ну, понятно. Кто вот тут вас раздражает? Не показывать пальцем. Не будет. Ну, же представьте, что он сидит, ну, вот где-нибудь вот здесь. Вот, например. Я его сюда посадил. Представляете? Вот поклонитесь ему 10 раз. Быстро так. Бегите 10 раз, пожалуйста. Как части Бога, как воплощение. Не часть, да? О, ну что вы халтурите? О, вы все. Ну, соскочили быстро. Быстрее вы можете. И лбом надо пол касаться. Касаться, не пробивать только, да. Раз. Так, быстрее, 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 а то он уйдет и благословение. Быстрее. Еще быстрее. Улыбочка еще. Улыбочка, радость. Спасибо Бог за это упражнение. Говорите громко. Спасибо Бог за это упражнение. Быстрее, еще быстрее. Еще громче спасибо и больше от души. Спасибо, аллилуйя. Видите, еще пару раз, он пойдет в состояние духовного транса. Эти питные люди. Смотрите, если у вас ко мне что-то, то тогда 108 раз. И как вы сейчас себя чувствуете? Устала. Ну хорошо. Вот, видите. И также, если вы раз суетитесь, вы раз 20 раз прижались. Отжались, то есть. Или прижались к любимой, я не знаю, как это там. Вот, потому что, когда вы это делаете, упражнение, вы суетливо, вы себя поймали, отследили, я суечусь. Надо 20 раз отжаться. Типа как себя наказать? Может наказать, а может с улыбкой, может наградить. За то, что отследил. Так. Иногда болезнью награждают. А философы, они вообще понимают, что нас всегда награждают болезнями. Понимаете? Поэтому вы можете давать упражнения, потом с юмором относить. Вы наблюдаете, вот я суечусь сейчас, я такой суетливый. Раз в минуту осознанно, что я суечусь. И начинаете дома бегать, я суечусь. Понимаете, минуту, раз в минуту прошло, все, осознанно. Ну, хватит, до следующего раза я уже спокойно похожу. Понятно? Да. Это упражнение очень действует. Спасибо. И ум успокаивается. Есть еще упражнение, ну, Ваттава Санти, просто книги «Три энергии» вы можете перечитать. Коротко, бани, правильное питание, медитация в одну точку. Вы садитесь и, например, вот точка, ну уж метра 2-3, вот какая-то, или любая точка. Вы зрачки не шевелите, смотрите, устали, закрыли, открыли. Понятно это? Да. Вот эти медитации, потом вот это юморное поведение, планы. У вас, я просто не вижу в поле, зачем вы живете. У вас нет то, что вас вдохновляет, не так ли? Ну, понятно, бизнес, деньги, там, девочку там поздравить. Ну так, да. Пока еще на пути выбора. Ну, это хорошо. Когда у нас вот во временном пространстве, в этом мире есть пространство, материя и так далее, время. Но вы сейчас находитесь в этой точке. Когда-то у вас была эта точка, да? Если смотреть энергетически, вы могли быть 10 лет в этой энергии, сейчас здесь, может быть, потом там. Но если смотреть линейно, просто, например, множество миллионов прошлых жизней, вот это воплощение, сейчас вам, например, 25, вы вот здесь, и потом там, ну, сколько-то вы будете жить. Вы сейчас отслеживаете. Первое, нужно понять, где вы находитесь вообще, в какой реальности, что вот происходит. Первое, вы пишете, я Рамиль, мне 23. Мне 23 года, я такой-то, у меня такие способности, такое-то, я живу сейчас там-то, что я хочу достигнуть, какая у меня энергия. То есть вы как бы определяете карту вашей жизни. Понятно? Где вы сейчас находитесь? Потому что многие люди пишут планы, вот как тоже хорошо спросили, а я хочу там быть. Как это там, ну, как бы, ну, вы за 10 лет не станете лучшим игроком НБА, да? Ну, либо если Америку накроют окончательно уже. Да? Хотя, может, да, кто-то написал уже, да, в России, хочу быть, через 10 лет будут какие-нибудь додики в НБА там, выжившие, заигрывать. Ну, я не вас имел в виду, я философский. Вот. И начиная с книги «Три энергии»,
там, ну, как бы мы пытаемся на этом курсе научить смотреть на этот мир через очки знаний. Когда мы смотрим, в какой гуне мы находимся, где мы находимся, в каком этапе жизни. Например, если в 23 года вы скажете, я хочу отречься от мира, ну, если полностью, да, но обычно люди задумываются о семье, там, о каких-то личных отношениях, да. Потому что ну, мало кто в 23 года уезжает. Если дедушке 90 лет, он уже уходит, то ему надо отрекаться, да? Легче на душе будет. Да, и много ему, может, уже и не надо. Ну, вот. Ну, вы знаете анекдот, что доктор, там, я не могу писать, сколько вам лет? 95, вы уже отписали, идите в следующий. Сатурянский анекдот реально. Но, то есть надо понимать, сколько, где вы, что вы можете найти. Поэтому первое, вы определитесь, а где вы вообще находитесь. В какой вы находитесь точке, что вы хотите, что вы можете, понимаете? Например, вы пишете план, я через полгода хочу там высшее образование по математике получить. А вы в школе 2 + 2 там на компьютере умножали. Может сложно, поэтому вы определитесь. Потому что если вы пишете планы от эго большие, то планы начинают забирать энергию. Я вам сейчас скажу, ничего, вы так умно смотрите, но я думаю, вы да. Понимаете. Вы знаете, я что обнаружил? Хотите сесть? Нет. Я обнаружил, что планы могут забирать энергию. Например, приходит ко мне человек, у него была энергия хорошая, сделал там, я говорю, напишите, ну, он прочитал книгу, напишите, я что планируете, там что-то, ну, я порекомендовал, говорю, такой план, напишите цены. Человек приходит, что-то его придавило, я так планы написал, как вы учили долго, там, на странице, хочу достичь, что-то. Я смотрю, энергия минус 180, кстати, был человек. Человек ничего не делал, никого не обижал, время там, не обижал, людей не обижал, энергия на минус 180. У его планы стали забирать энергию. Он написал больше, чем ему дано, чем ему нужно. Понятно это, нет? Если вы пишете, я хочу быть любящим присутствием, здесь духовно, ну, жить в реальности, это да. Но когда вы, например, пишете, я хочу быть директором завода, к примеру, а вам не положено, и у вас энергии нет на это, шахты нет, то у вас начинает забираться энергия из будущего, из тонких планов. И человек может заболеть. Вот. Но здесь очень важный момент, который я хотел бы, чтобы вы поняли. Планы от эго, они могут разрушить жизнь. Потому что вы пишете план, Вселенная начинает исполнять, у вас не хватает. К примеру, вы пишете, я хочу пойти в супермаркет и купить на $10 000 товаров, а у вас всего 1000, и то взаймы. Вы идете, берете, ну вы же попадаете, да, там, в 17% налог, кредит, или вас арестуют, если вы берете то, что вам не принадлежит. Поэтому западная культура, которая учит людей, пишите планы. Я знаете, сколько людей видел с испорченными судьбами, которые посетили вот эти западные тренинги, планируйте, продавайте, покупайте, там это. Ко мне парень пришел, если не ошибаюсь, в Алма-Ате, но не 100%, вот первое, откуда у меня была реализация, почти уверен в Алма-Ате, ну неважно, очень хороший парень, все такое. Я смотрю, у него энергия на минусе полгода уже. Я говорю, что такое? Он вступил в какую-то там энергию, знаете, компанию MLS. Они распространяют, что ты можешь продать, это их прям учат, ты запиши планы. Он написал, через 2 года иметь яхту, через там вертолет, это. Я смотрю, говорю, а как вы зарабатывали до этого? Да я жил там, мне на хлеб кое-как хватало. Ну такой простой парень. Говорит, ну вот мне сказали, главное верить, каждый день что-то делать, там это. У него энергия на минусе стала. Если бы он еще поставил свою цель, я хочу яхту, чтобы возить бедных детей с Украины, например, это одно. Да? Но он поставил уже яхту для себя, а тут включается закон кармы уже. А когда закон кармы включается, там уже другие моменты. Понимаете, к чему я, нет? Потому что желание это да, но если мы от эго желаем для себя, то мы можем начать болеть. Понятно это? Поэтому поаккуратнее с вашими планами. Как минимум прививка. Ну, прививка это дурацкое слово, потому что с прививками тоже людей травят, это химия ртутной. Но если вы пишете, например, планы, то вы подписываете на все любовь Бога. Я готов это принять или я готов. Например, напишите, я хочу жить долгой жизнью, не болеть, иметь много возможностей для творческой реализации. И все, напишите, ну на все твоя воля, Бог. Это уже раз, вы даете намек Вселенной, что я приму любое твое развитие. Ты знаешь лучше, что мне нужно. Я хочу жить гармонично так. Понятно это, нет? Потому что, почему я это вспомнил, у Рамиля,
у него есть поле это. Он очень, ну, по молодости очень много хочется, да? Но если это эгоистично, то это несет проблемы. Если берем 100 единиц, ну, у девушки там 180, я сказал. Если честно, у нее 120, но я ей 60 добавил, чтобы он запомнил у меня положительно больше. Но так или иначе, 100 единиц, например, условных, там, не знаю, доллар скоро исчезнет, поэтому что написать? Ну, 100 абсолютных единиц, не знаю. Вот. Ну, чтобы получить, например, машину, там, джип большой, хотите? Да. Есть честные здесь, да. То есть вы хотите, например, джип. Сейчас я вам своим рисунком испорчу материальное желание. Как я хотел. Вы все еще хотите? Да. Да. Понятно. Но так или иначе, джип. Да? Китайский, последняя модель. Вот. Он, например, стоит 30 единиц энергии. Чтобы его получить, нужно что-то было отдать раньше, да? Чтобы ездить. Тем более там вы ездите. Если вас завидуют, вы энергию отдаете. Знаете, едете, на вас все смотрят, вот, козел, повезло, а вы наслаждаетесь. На самом деле вы энергию теряете. Но так или иначе, это тридцатник идет. Давайте на каждое колесо, чтобы понятнее, чтобы мне еще один раз не рисовать. 30% раз отдали, там, ну 60 уже. А вы хотите 2, например, или дом еще большой, виллу, яхту, самолет. А у вас энергии, во-первых, она не дана вам для этого, ну, в этой жизни, и ее еще и не хватает. Ну, вот это все материальное, так сказать. И, ну, если вы отдаете, например, ну, еще представьте, там, джип, дома, и у вас 180 это требуется. Эта энергия идет сюда, здесь минус 80, у вас план есть, вы это еще не получили, а энергию уже потеряли. Понимаете, к чему я? Потому что во времени, по большому счету, нет больших, ну, время сжато оно. Мы этот джип еще, может быть, получим в следующей жизни. И то в инвалидной коляске мы будем, он нам будет не нужен, откуда мы сейчас знаем, что будет. Да? Но энергию мы отдали за него уже сейчас, душу продали за него сейчас уже. Мы ходим тяжело, работаем, обманываем кого-то, еще что-то, чтобы заработать на этот дом, джип и так далее. Мы работаем не по своему предназначению, уходим. Энергию-то мы уже сейчас отдали, все. И даже если джип приходит, потому что если шакти энергия, или, как говорят западным языком, ресурсность, тоже очень хороший термин, я его тоже люблю. Но в данном контексте лучше энергию, если мы отдали свою, душу продали, то с нас уже списали сейчас. Понимаете? Потому что на тонком плане то, что мы хотим, это уже есть. Вот вы хотите $1 миллион, но я заметил, кто-то один закричал, там, миллионером хочет быть, в зеленой бумаге. И раз вы хотите быть миллионером, как только это желание сильно сформировалось, у вас есть подсознание, мы завтра будем к этому вернемся, я думаю, ну коротко, у нас есть во внешнем уме эмоции. Вы просто на вас кто-то посмотрел, вот на Наташу кто-то посмотрел, раз эмоции, да? Если каждый раз смотрит, она раз, это у нее уже программой станет, это в чите, то есть в сознании, ну, завтра чуть больше, так значит, это глубинные уже эмоции у нас появляются. Поэтому если это стало глубинным вашим сильным желанием, вы очень хотите, у вас сразу списывается энергия, и на тонком плане вы это уже получили. У вас это есть уже, все, в поле записано, ты будешь ездить на джипе. И там раз подписали энергии, сколько, карма такая, все, через 5 жизней, зуб даю, будешь, да? По манге уже все, говорит, шеф, договорились. А сейчас болей, страдай, мне надо еще это заработать. Понимаешь, ты уже энергию отдал. Это понятно? Это очень важный момент. Потому что я, знаете, сколько видел людей, которые вот западная эта психология, они испорчены. Потому что западная психология, я вас учил, вот эти все тренинги, они хороши, когда человека из тамаса выбрать. Да? Человек пьет, гуляет, тренинг, да, ты хочешь заработать, да, надо работать. Это хорошо, в раджас его перевели, он бегает. А потом, если сатвы нет, то человек в этом раджасе, он может на это спортивный БМВ вылететь просто куда-то. Понятно это, нет? Да, дорогая. Скажите, пожалуйста, вот, а если у человека есть стремление, желание, чтобы не дома, машины и все остальное, вот это материальное, а если он хочет открыть благотворительный фонд и делать какие-то вещи такие, как понять? Как я же сказал, я ответил на ваш вопрос. Если вы хотите ради кого-то сделать, да. Но очень многие люди, бывают в Кали-Югу, они хотят открыть благотворительный фонд, чтобы их имя знали. Чтобы деньги отмывать, еще что-то. Поэтому все может быть. Но если вы хотите служить другим, то это нормально. Но тут очень хороший вопрос, дорогие.
Да, сейчас я отвечу. В этом случае энергия тоже может забираться, даже еще сильнее. Почему? Вы хотите открыть благотворительную столовую и накормить 1000... Если атак, а как узнать, что атак? Признание или жалость. Помните, жалость, она разрушает. Наша главная цель — приблизить людей к божественной любви. Да, я знаю, в России эта тема очень актуальна. Люди с минусом, они забирают энергию. Забирают, гады, забирают. Ничего, может, любовь им посылать, вы зрачки не смотрите, служите им божественную любовь, приближайте их к гармонии. Вы такая, это не вино, какая-то, выйти, пусть на вас тоже посмотрят. Вот, видите, русская красавица, да? Вы откуда? Это у вас все такие вот московские? Все хорошие в Московской области. Помните, я же анекдот вам рассказывал, у Чукчи спрашивают, какая самая плохая нация? Он думал, говорит, ну и что, говорит, это у нас песни хорошие. Так и вы, да, зато у нас все равно у нас люди хорошие. Что вы вообще думаете о времени, об этой теме сегодня? Я думаю, что для каждого человека нужно находить баланс между тем, чтобы находиться здесь сейчас, то есть наслаждаться настоящим моментом, и тем, чтобы планировать будущее. Не убегать в планы, не мечтать много, но при этом, как-то вот находить баланс между тем, чтобы как жить, это, и тем, чтобы делать. Не венок, это гирлянда или как это? Как это называется? Венок. Венок, да? Венок, конечно. Венок, да. Пусть ваше эго разрушится. Это, кстати, да, показать, раз венок женщина головой носит, эго размеренно. Еще в нос бывает в Индии где-нибудь сунут и такое. Разданут. Ну, это так философство, это к вам не относится, это мечты. Катенька, вы девочка умная, еще и красивая. Понимаете, в чем дело? Если вы в настоящем моменте, вы просто здесь и сейчас. Как только вы начинаете чувствовать, думать, а я-то сейчас наслаждаюсь, вы вылетаете, вы просто здесь и сейчас, вы есть. Состояние наслаждения, вот это, вы как бы можете это чувствовать, но когда вы думаете, что это наслаждение, вы это вылетаете. Следующее, писать планы нужно тоже в состоянии здесь и сейчас. Особенно писать планы. Просто вы, например, сейчас запланировали помыть, вы моете, вам мысль хорошая пришла. Да? Потому что женщины, если моют полы дома, у них первые чакры гармонизируются, и мысли разумные приходят. Я на полном серьезе, кстати. Я вам советую, даже если вы в политике где-нибудь, директор, мойте иногда. У женщин очень важен контакт с землей, поэтому, как бы вы ни обижали женщин, я знаю, эти мутанты феминистские вас портят, но у женщины гармонизируется, и проблем с гинекологией не будет. Просто убираете дом, подметаете что-то, понимаете, периодически. Поэтому вот это kitchen, как это у немцев было? Как kitchen, киндер, дети, и курка, и церковь, да. Вот и в церковь ходите, себя показать, других посмотреть, длинные юбки там. Но, если говорить серьезнее, то вы, например, моете полы, там, что-то делаете, любую работу, но в состоянии здесь и сейчас. Если вы в состоянии здесь и сейчас, вам может прийти интуитивная мысль. Вы можете записать где-то, сейчас я запишу там. Когда вы садитесь писать планы, вы вернулись в состояние здесь сейчас, если вы вышли, и вы пишете состояние здесь сейчас, вы можете почувствовать, если вы пишете в реальности, у вас рука не пойдет писать, например, там новый джип, еще что-то. Иногда, может, наоборот пойдет. У меня, в моем случае, когда у меня уход в духовность был, я считал это плохо, ездить на машине, меня там на BMW подвез один ученик, как-то я так еду, неудобно. Вот, и у меня рука, а мне как-то вот эти установки в духовности, почему, если это нормально, вы не привязаны, это может не так и плохо. Но когда вы в состоянии здесь сейчас, вы пишете, когда ум выключается, как намного легче. Про планы, они прям приходят в вашу жизнь. И помните, завтра, я надеюсь, он придет, если вы захотите, он тоже выступит опять, наш олигарх. Да, и он как раз, помните, он вас учил на 50 лет планы. Вот, поэтому планы у Катеньки, это бывает у красавиц, ты с этим ничего не сделаешь, она как бы все здесь красавицы. Потому что гармоничная женщина, она красавица. На Западе считается красавица, это стерва, которая просто, рожа такая-то,
Может быть клинообразные, да еще какие у стерв лица. Могут быть внешне такие вроде симпатичные, привлекательные, но глаза такие несчастные, мужики козлы. Катенька, так вернемся к вашей красивой голове и то, что в ней. В состоянии присутствия вы садитесь писать планы. Вы пишете, сейчас я сажусь писать план. Например, утром у вас 3 минуты написать планы. У кого-то, кому-то лучше, ровно 8. Кому-то просто по иногда это бывает просто уровень мастерства, иногда люди интуитивные, экстраверты. Им 8, они могут там закрутиться, может 8-10 быть. Но с утра написать планы. У вас 3 минуты. Вы пишете, вечером подвести итоги или в обед тоже. Но вы это осознанно все делаете. Это не противоречит. Написание планов также должно быть в состоянии здесь и сейчас. Это не то, что вы ходите в состоянии присутствия, вы потом так раз надо выйти из этого состояния, вот решили выпить, чтобы план написать, понимаете? Я понятно вам объясню? Поэтому пишите, вы и так в потоке, мне кажется, там отсюда. Мне лучше, если я пишу, то я закрыла, и он там лежит где-то, и мне лучше всего, если меня стукнуло, я тоже сделала. И у меня как-то все. Просто понимаете, в чем проблема? Если вы говорите, что вам стукнуло и вы что-то сделали, то через какое-то время судьба может стучать все сильнее и больнее. Может такое быть? Ну я понимаю, женщины мысли стукают, и стукают бывает. Жалко иногда женщин. Но вы запишите. Иногда мысли хорошие пришли, вы запишите. Но я вам советую, просто сделайте так, как мы эту тему здесь рассматриваем. Значит, вас Бог собрал, значит, зачем-то вам это надо, или нас собрал. Сделайте эту практику полгода, возьмите еженедельник. Вы можете иметь еженедельник, и для начала полгода начните. Напланируйте 5 лет, планируйте год, вы планируете день. Неделю планируете, что. Или вам, например, через неделю надо ехать в командировку. Что вы за эту неделю хотите? Напишите план на всех уровнях и так далее. Хорошо, и потом каждый день отчет у вас. Утром план, днем отчет. Может быть пересмотр планов, да, может вам кто-то в 11 утра позвонил, у вас встреча в 2, вам кто-то сказал, нет, вы планы подкорректировали. Заметили, 2 часа все-таки не получал благословения времени. И вечером отчет, и все. Идите 3 раза, по 3 минуты. Договорились с вами? Ну что вы сидите, смотрите, что вам трудно? Ну по 2 минуты, 3 раза. По одной! А? Хорошо. Обещаете все? Кто не обещает? А что это вы такая-то? А вам не можно сказать? Я понимаю, у вас энергия пошла, вам столько всего сказать хочется. Ну, помолчите. У вас какие-то дополнения, Катенька? Да, мне кажется, что лучше писать с вечера. С утра, может быть, нет времени, проспал, день. Катенька, вы для начала хоть с вечера. Но, понимаете, вы вот венок носите, на Руси было утро, вечер мудренее. Утром сатва, вечером тамас, понимаете? Поэтому, Катенька, вам скажем так, тогда пойдем по пути. Лучше писать вечером, чем не писать вообще. Вы вечером пишете, подвели итог за прошлый, и, кстати, правильно писали на следующий, но утром корректируете. Вы ходите по кухне, что-то бьете головой об этот раз, смотрите, надо подкорректировать, да? Договорились, Катенька? Садитесь с Богом. Люди в Московской области, оказывается, хорошие. У нас, я смотрю, время просто, завтра уже продолжим эту тему. Есть какие-то вопросы, без которых вы спать не ляжете? Да? Молодой человек. Только громче. Вы говорили, что время тратим, когда работаем не по предназначению. А если это резкий переход, и как вообще нащупать этот переход планомерно от того, что ты занимаешься сейчас, не работаешь не по предназначению, а нужно уходить там, это большая разбежность на торговле и там. Дорогой, в принципе, этот семинар не подразумевает, что вы в понедельник придете на работу, скажете, идите вы все. Это в раджасе такое, понимаете? А потом через неделю придете, скажете, а кушать-то нечего. Это отдельная тема, мы много раз говорили. Слушать свою душу надо. Опять же, вернуться, планы написать, что я хочу от жизни. Я хочу, зачем я хочу быть торговым представителем всю жизнь. Нет. Но вы пишете, у меня сейчас нет денег, я должен себя содержать. Если у вас нет денег, чтобы содержать себя или свою семью, значит ваше предназначение сейчас идти туда, где больше платят. Где вы можете честно заработать, не причиняя страданий другим. Это ваше предназначение. Все. Это отвечает вам на вопрос? Меня, знаете, я хочу поделиться. Я немножко по-другому это делал, но меня научила одна такая парапсихолог, целитель с Канады, я ей очень доверяю, с Украины, кстати. Есть методика, вот вы в состоянии здесь сейчас находитесь ровно, и, например, мне ехать завтра туда-то, куда-то,
Если да, то вам обычно вверх. Вот, например, смотрите, они должны за семинар заплатить 10 тысяч. Да, видите, заплатить. Видите, вам надо еще. Ну, вешаю я. Вот. И вы можете проверять. Если нет, вас будет назад качать. Если, ну, там, не качать. Если ум у вас спокойный, ну, вы задаете вопрос, это очень отвечает тоже. 4:30 утра, говорят, надо делать. Ну, когда сатва, да, 4:30, да. Жену подняли, и сам встал, все. Обед надо мужу готовить. И ответ сразу. Все, дорогие, мне показывают, мне надо идти. Очень рад был с вами работать сегодня.